Вы идете по земле, чувствуя, что она заражена. У вас появляется физиологическое ощущение оскорбления, осквернения самих основ вашего существования. Обоснование войны не ищется в будущем. Никакой новой войны в июне не началось. Поураганили в 90-е. Циничная власть, безразличное общество, картина мира русского либерала. Но вы не сгущаете краски. Вы на самом деле аполитичная мразь. Разница между палачами и жертвами только в том, у кого в данный момент оружие. Вот я пытаюсь понять, на каком языке это сказано? На русском. Что вы такие больные вопросы создаете? В чем разница между социологией и шпионажем? И не надо спрашивать у ученых о том, как вам жить дальше и в чем ваша моральная ответственность. У меня работа такая. Смотрю с тоской на море, а мне даже купальник. Сколько раз я плавал за этот год? Ни разу. Я люблю море вот так на него смотреть. Виктор, ничего сейчас не интересует так людей, как возможность понять общество, которое их окружает, и, в общем, в каком-то смысле самих себя. Мы пришли к социологу, профессору и человеку, который и учился у тех, кто изобретал социологию, и учил тех, кто теперь представляет российскую социологию частично в изгнании, а частично все еще в России. Мы пришли к вам задать какие-то вопросы, которые нас волнуют прежде всего о социологии как науке и о социологии как методе, с помощью которого можно или нельзя понять общество, в котором нам так или иначе приходится жить. Согласны? С частью высказано. Не согласен с несколькими вещами. Во-первых, социология – это не наука об обществе. Она никогда и не была. Сказать сегодня, что социология – это наука об обществе, все равно, что сказать, что психология – это наука о душе. Одна из проблем с любой социально-гуманитарной дисциплиной состоит в том, что язык, который она создает, язык, который ей позволяет как-то выстраивать свои объяснительные модели, который позволяет ей проводить исследования, очень быстро становится частью такого повседневного знания, общего словаря. Ну вот, например, понятие государства – это понятие. Оно было придумано для того, чтобы как-то изучить что-то. А понятие нации было придумано. Не то, что существует что-то вот под названием нация. Мы просто описываем как физики, которые такие, ну или скорее как биологи. Такой новый вид обнаружен. Да? Точно так же и понятие общества. Это было понятие, сконструированное на определенном этапе для объяснения чего-то. И, кстати, выросшее из религиозной метафизики. Потому что Эмиль Дюркгейм, который, собственно, пытался предложить социологию как науку об обществе, определял его как это высшее существо. Что-то, что вот божественное присутствие среди нас. Но очень быстро от понятия общества даже дюркгеймянцы отказались. Поэтому, если вы под обществом подразумеваете некоторое количество людей, населяющих определенную территорию, то это не общество, это популяция. И изучает ее демограф. В социологии есть разные способы понимания того, что такое социальное, как устроено человеческое совместное существование. Там есть 3 большие линии, то, что у нас называется концептуализация. То есть 3 большие линии перевода этого феномена на язык своей дисциплины. Но ни одна из них не предполагает, что общество – это популяция, ни одна из них не предполагает сведение нашего предмета исследования просто к набору физических тушек, которые бегают по какой-то конкретной территории. Иначе могли бы сказать, что каждый отъезд каждого человека делает общество меньше. Но нет, оно сохраняется. Как вы понимаете, этот выпуск мы снимали в Израиле, стране в последние пару месяцев ставшей центром разговоров об угрозе ядерной войны. Как и многие из вас, в это время я прочла довольно большое количество материалов о том, как и при каких обстоятельствах ядерная война может начаться и к чему это с точки зрения ученых может привести. Один из самых полезных и лаконичных материалов я нашла в независимом экологическом издании «Кедр». Написан он, правда, в 2022 году, когда президент России Владимир Путин угрожал всему миру ядерной войной, но в наше время такие разговоры и такие материалы своей актуальности не теряют. Поэтому материал «Кедра» я вам горячо рекомендую, как и другие истории этого издания. «Кедр Медиа» – самое авторитетное сегодня независимое издание на русском языке об окружающей среде. Своей миссией журналисты «Кедра» называют помощь людям в решении экологических проблем и распространение знаний о том, как устроен наш мир и как мы на него влияем. А еще «Кедр» – одно из немногих изданий, которые я действительно регулярно читаю и которому доверяю, а потому рекомендую подписаться по ссылке в описании.
Вот где вот это здание приземистое, была линия фронта, собственно. То оно единственное, которое стоит на пляже, по сути. А рядом как раз была большая дискотека русская в 90-е годы. Которую взорвали? Да. Ее очень долго не сносили, потому что это был такой памятник террору, а сейчас все-таки снесли. С одной стороны, вот, да, дискотека, которую взорвали, куча погибших. Да. С другой стороны, сейчас там один из самых классных, симпатичных развлекательных центров. Это в Израиле везде сочетается. Когда войну за независимость брали Яффо, тут же рядом будут огромное количество табличек с памятью о том, кого здесь, когда, в какой момент убили, взорвали и так далее. Но это вот Израиль, он так устроен, как раз поскольку есть некоторая ценность жизни, культ кайфа. Да, Израиль не просто так входит постоянно в десятку самых счастливых стран мира, даже когда война началась. Здесь это такой способ повседневного сопротивления шашлыком, совместным выездом на природу, бесконечным торжеством жизни над смертью. Это похоже на то, как в России люди не замечают, допустим, войны, не замечают репрессий, не замечают каких-то там сложных перемен к худшему. Это очень разные вещи. Вот это клише о том, что люди в России не замечают, люди в России привыкли, люди нормализовали для себя это все. Это все-таки клише популярного оппозиционных журналистов, которые пополняют список обвинений в адрес оставшихся. Но есть два очень разных процесса, которые как раз социологи повседневности изучают. Первый из них – это рутинизация. Вы каждый день совершаете миллион операций, не отдавая себе отчета. Вы чистите зубы, вы переходите в улицу. Есть люди, которые в целом живут так, как в рассказе Пелевина, когда, значит, человек уснул на паре, проснулся в армии, уснул в армии, проснулся на собственной свадьбе. Повседневная жизнь, она проходит как во сне. И когда происходит что-то, что ее разрывает, что ее разрушает, когда физически становится невозможно выполнять самые простые операции, это делает жизнь невыносимой. Но дальше повседневные операции восстанавливаются. Вы все еще чистите зубы, потому что рассыпаться утром надо все равно. И через эту рутинизацию происходит, по сути, такое расщепление вашего взгляда на мир. Половина вас в этот момент решает повседневные задачи, а половина думает вообще, стоит ли жить дальше. Рутинизация сама по себе не означает того, что что-то стало нормальным. Она означает, что вы вернулись к привычным для себя действиям. А вот нормализация – это когда появляется нарратив, когда появляется способ повествования, который оправдывает происходящее для того, чтобы сделать вашу жизнь чуть легче. Ну, например, вот одной из первых форм нормализации в России была фраза «Ну, это же не мы начали эту войну». А потом была фраза Если уж начали. «Не проигрывать же теперь». И вот когда начинают появляться нормализующие нарративы, это уже совсем другая история. Это когда вы пытаетесь поменять свое мировоззрение таким образом, чтобы как-то продолжать дальше жить. И между рутинизацией и нормализацией пропасть. Когда мы говорим про Израиль, мы говорим про 7 октября. Это, наверное, самое травматичное событие, которое произошло на памяти нескольких поколений израильтян. В первый момент, когда были абсолютно парализованы там, государственные органы, армия, невероятная солидарность и такая низовая самоорганизация, она потрясала воображение. То есть все рутинные активности были приостановлены. Люди на своих машинах подвозили солдат на мобилизацию. Кого-то призвали, там, например, молодая семья, отца призвали в Газу, а мать на границе с Ливаном. Грудной ребенок остался без молока. Тут же все кормящие матери через чаты создали группу, организовали. Значит, это все происходило в считанные часы. Но потом случилась рутинизация, и люди вернулись к своим рутинным обязанностям. Это не значит, что они нормализовали для себя 7 октября, это значит, что они вернулись к своей обычной повседневной жизни. Нарратива, который бы нормализовал 7 октября, нет. Поэтому я бы не проводил здесь параллели. То есть это никак не связано с тем, что в Израиле есть культ повседневного кайфа, который действительно весь построен на получении удовольствия от жизни, на проживании каждого момента. Тут же, где вот только что произошли там трагические события, люди жарят шашлыки. Культ, которого нет в России. То есть поэтому я всегда знаю, с кем заговорить по-русски по выражению лиц. Оно у людей такое же, как у меня. Выражение лица человека, который знает, что незаслуженное удовольствие от жизни – это грех. Жизнь должна принести удовольствие, если ты что-то хорошее сделал. А просто по кайфу, ну это странно. Почему ты радуешься? Для израильтян нормальным будет являться как раз радоваться. Начиная от фразы «Хава Нагила», давайте возрадуемся, и половина, значит, религиозных ритуалов про попирание смерти жизнью и так далее. Это через какое-то время начинает менять твои представления о том, насколько повседневная жизнь должна становиться или не становиться источником удовольствия, и не грешно ли радоваться в ситуации, когда в мире такое творится, и более того, такое творится в твоей стране в 2 шагах от твоего дома. Вы для жизни выбрали все-таки Тель-Авив?
Вот это вот Я очень люблю Тель-Авив. фантастическое сочетание, да, когда вот тут Яффа, а там эти небоскребы. У меня еще круче, потому что вот это вот небоскребы и Тель-Авив. Вот мы сейчас с вами стоим в Яффа, а я живу еще чуть дальше, в Батьяме. Помесь Брайтон-Бич, Геленджика и Уралмаша образца 90-х годов. Так, и почему вам там нравится? Удивительное место для исследования, для анализа. Просто нахождение там очень сильно включает и, как это сказать, актуализирует, что ли, интерес к изучению повседневной жизни вокруг меня. К тому, как меняется язык, к тому, как происходит столкновение разных социальных групп. Я в первую неделю жизни в Батьяме разнимал драку про украински настроенного русского и про российски настроенного украинца. Потому что те уехали в начале 90-х годов, и для них все эти мантры про нацисты на Западной Украине, они уезжали, когда движение РУХ организовывало шествие. И для них, как людей, пострадавших в советские годы от западноукраинского антисемитизма, в голове эта херня, она реально что-то затрагивает. А второй человек, он уехал вместе со мной в один год, и для него, конечно же, мысль о том, что он разговаривает с человеком, ну как разговаривает, дерется с человеком из Львова, она в голову не приходила. Он был уверен, что тот проклятый путиноид. Ну, кроме того, конечно, вот это израильское отношение к жизни в Батьяме, оно особенно хорошо проявляется, потому что накладывается такой немножко одесский вайб, что Батьям – город, достойный пера Бабеля и Зощенко. Вы хотели нас пригласить в Батьям, Было дело. но приехали мы спустя 1,5 месяца после нашего интервью, когда приглашать уже, в общем, некуда. Вот там была ваша квартира. Ну, через дорогу, да. Какой этаж? Первый. Вот видите, здесь такие дома, что ты заходишь с улицы, это первый, а если с той стороны, то это как бы второй или третий. Вы сейчас там были? Нет, нас, видите, не пускают. Ее разнесло на второй день новой войны. Да, ночь на 15 июня. Но меня не было, я был в Германии. То есть это вы здесь были в это время? Ваше первое чувство? Первое чувство проверить, что живы все мои. То есть, ну, квартира, ладно, не первый раз за последние 4 года прилетает. Но когда ты понимаешь, что все живы, это самое главное, а дальше начинаешь, типа, что там настолько было ценного, с чем нельзя расстаться? Но это скорее технический для вас вопрос или это как удар в сердце? Нет, это не удар в сердце. Если бы зацепило кого-то из моих близких, да, это был бы, конечно, прям удар. А так, ну, квартира, ну, это война. Ничего такого. Если бы в ту ночь вы спали в своей квартире и погибли бы, за что бы вы погибли? Какой неожиданный вопрос. В войне ты всегда должен быть готовым к тому, что ты пожертвуешь жизнью. Ну, это только если вы выбираете в качестве повествования такой эпический нарратив про то, что где есть злодеи, герои и жертва в значении пожертвовать жизнью. Да? В эпическом нарративе, в отличие от трагического, жертва всегда знает, какую именно жертву, чему она приносит. Во-первых, мне не близок ни один, ни второй, ни трагический, ни эпический. Мне всегда был ближе жанр низкой иронии. А во-вторых, если ты остаешься, то ты остаешься. То ты принимаешь на себя ответственность за возможные последствия. Поскольку решение остаться в Израиле после 7 октября это было решение, то это было бы просто следствием принятого решения. Так же, как уехать из России было решением, то дальше все, что происходит, это следствие принятых вами решений. Вот и все. Это не про то, что мы ради светлого будущего, прекрасного Израиля будущего приносим жертвы. Но вы приняли решение жить в Израиле, а очень многие люди не принимают этого решения, родились здесь и выросли, и погибли. Да. За что они погибли? Люди, которые приняли решение не уезжать, это люди, которые приняли решение взять на себя риск. Это странная история, когда вы пытаетесь придать этому такой телеологический модус, как у нас это называется. За что? Я пытаюсь найти обоснование войне. Как мои армянские друзья, они меня спрашивают, говорят, зачем такой грустный? То есть, как если бы у этого была цель. Обоснование войны не ищется в будущем. Обоснование войны абсолютно бессмысленно искать в модусе «вот это последняя война, и дальше наступит мир». Нет. Обоснование войны чаще всего лежит в идее справедливости, оно не построено как «зато потом наступит то-то». Наступит хорошо, не наступит, но мы, в общем, особо и не рассчитываем. Поэтому нет, вот этот плавный переход от эпического нарратива о том, за что гибнут люди, к философскому вопросу об обосновании войны, это, как говорил один из персонажей мультсериала «Южный парк»,
между распятием Христа и покраской яиц на Пасху пропущено несколько логических звеньев. Люди, которые погибли в этом доме, украинская семья, которые приехали ребенка лечить. Абсолютно кощунственно, извините за это слово, сейчас спрашиваете, какому идолу они принесли эту жертву. По злой иронии судьбы, покинув Одессу, оказались в городе максимально близком к Одессе по многим параметрам. Но, к сожалению, уехав из-под иранских дронов, оказались под иранской ракетой. Поэтому заход на вопрос обоснования войны через вопрос принесения жертв, он неудачный. Что вы почувствовали 12 июня, когда узнали о том, что Израиль начал атаку на Иран? Ну, то, что мой рейс не полетит в Израиль 12 июня, на который, не 12, а 13, что будем сидеть и ждать открытого неба, когда сможем вернуться. А еще? В итоге вернулся через Иорданию. А что еще? То есть для нас эта война не началась ни 12 июня, ни 13 июня. Она для нас началась 7 октября. И все попытки сказать, нет, это уже другая война, это не другая война, это та же самая война. Потому что 7 октября организация, которая была обучена Ираном, которая была профинансирована Ираном, которая была вооружена Ираном, и непосредственно последние из учений, проведенных Корпусом Стражи Исламской революции с боевиками Хамас, прошли 23 сентября, как раз накануне 7 октября. Это не просто прокси Ирана, это буквально их передовой отряд здесь, в Израиле. Точно так же, как Хизбалла на севере. Да, хуситы менее передовой, это скорее уже засадный полк. Так что это была атака Ирана 7 октября. И дальше вопрос был только в том... Взял Иран на себя ответственность за это? Иран, разумеется, не возьмет на себя за это ответственность, так же, как Владимир Владимирович Путин не возьмет на себя ответственность за действия вооруженных групп на востоке Украины до 2022 года. Это прокси-войны. Мы живем в прокси-мире, где основная идея – это то, что мы вас вооружаем, обучаем, финансируем, но если что, это не мы. Вопрос времени был, когда Израиль переведет асимметричный конфликт в симметричный. То, что между актом терроризма и актом возмездия прошло столько времени, это нормально? Возмездие предполагает немножко такую библейскую логику, глаз за глаз. Из ваших слов ровно такой вывод. Нет, это тот момент, когда это происходит, вы понимаете, что больше никакого баланса нет, мирный договор невозможен, а дальше либо одни, либо другие. Это экзистенциальное противостояние. Два государства, которые в целом вряд ли смогут сосуществовать друг с другом, или, можете сказать, два политических режима, если так комфортнее, в какой-то обозримой перспективе. То есть для вас вопрос в конечном итоге заключается в том, что кто-то один должен выжить, оба выжить не смогут. В данном конкретном случае, конечно, надежда была на то, что произойдет смена режима в Иране, и это было, собственно, настоящей причиной войны. Но она не произошла, это означает, что будет следующая война. Зачем миру была тогда преподнесена версия про то, что у Ирана есть ядерное оружие, которое мы собираемся уничтожить, поэтому мы бомбим ядерные установки Ирана, если все вот так просто, как вы говорите? К сожалению, все не совсем так просто, потому что у Ирана таки, да, очень близкие были сроки, подходили, но я напомню, что у Ирана на протяжении последних 15 лет были близкие сроки, и каждый раз либо случайный взрыв на реакторе, либо гибель руководителя ядерной программы, либо похищение архива, которое произошло в Иране, когда просто взяли и вынесли все, что было в документах, так, собственно, узнали, где происходит обогащение урана. То есть на протяжении 15 лет как-то удавалось отбрасывать. Понятно, что вот сейчас отбрасывание произошло больше, чем на несколько лет назад, но с помощью России, Китая, Иран, конечно же, восстановят в том числе центрифуги, в том числе объекты подземные. Поэтому все продолжится. Мирные жертвы и в Иране, и в Израиле. Ведь там, когда по телевидению Израиля показывают кадры бомбардировок иранского телевидения, мы понимаем, что в кадре не только, например, пропагандисты, которые представляют врага для Израиля, но еще и куча там техников, водителей, электриков, неважно кого, кто тоже подвергается удару. Здесь в Бат-Яме живут люди, политически вообще никак не ангажированы. Это сопутствующие жертвы, которые все готовы принять ради достижения великих политических целей уничтожения режима аятолл? Готовы принять, кто-то готов, кто-то не готов. Это вопрос решения, о котором мы с вами говорили. Ради достижения великих политических целей это пафосная херня. Это была ирония. Нет, это был пафос. Ирония – это как раз инструмент снижения пафоса. Поэтому нет, конечно, дело не в великих политических целях. Я думаю, что это как раз в данном конкретном случае то, что называется мирные жертвы на войне неизбежны. Вот мы с этим столкнулись. Кто несет за это ответственность? Кто несет ответственность за что? За мирные жертвы. За мирные жертвы несут ответственность те государства, на территории которых они находятся. Государство точно размыто. Вот это решение... Вы хотите фамилии? Да.
Вам легче жить в персонализированном мире? Конечно. Ну да, я понимаю. Это очень понятное обывательское желание. Я готова принять на себя тяжкое бремя обывателя. Нет проблем. Но я не готова пожертвовать ни собой, ни своей семьей, ни для каких политических Никаких интересов. проблем. В день, когда вы вырывались отсюда, я прорывался сюда. Когда вы говорите «несет ответственность», вы что вкладываете в эти слова? Кто принимает решение? Кто берет на себя ответственность за то, что погибнут мирные люди? И те люди, которые принимают решение о нанесении удара, безусловно, принимают на себя ответственность. Точно так же, как те люди, которые организуют и планируют 7 октября, потом, делая вид, что не имеют к этому отношения, принимают на себя ответственность. Даже если они в этот момент говорят, мы ее на себя публично не берем, но они знают, что им прилетит. И люди, которые устраивают бучу, знают, что рано или поздно им прилетит. Поэтому вопрос принятия на себя ответственности – это не вопрос политический в духе «дайте нам список обвиняемых для Гааги». Это вопрос выбора людей, которые, во-первых, принимают решение об атаке, и выбора людей, которые принимают решение остаться под атакой. Или, наоборот, поехать под атаку. Это правда, что решение об отъезде, об окончательном отъезде вы принимали буквально в считанные секунды? В 6 утра звонок в дверь, понятые, следователи. Выбивание дверей, я за 6 минут собрался, вышел на крышу и покинул страну. На каком этаже вы жили? В мансарде на крыше 17-этажного дома. Это чувство страха ведет человека в мансарде на крыше 17-этажного дома убежать? Или чувство предопределенности того, что если тебе выбивают дверь и приходят понятые, значит, ты железно сядешь? Нет, я бы не сел. Более того, я даже не был подследственным в этом деле. Просто от меня ждали показания на моих друзей. Коллег, которых я знал 20 лет. Это дело Зуева? Да, дело Шанинки. А, вы называете дело Шанинки? Ну да, потому что там помимо Сергея Эдуардовича были еще люди. Но это дело Шанинки, потому что 28 сентября 2021 года дверь выбили не только мне, но и моим аспирантам, и проректорам, некоторым другим деканам. Те, кто открыл, тем не выбили. Нет, это даже не чувство страха, это чувство запустившейся программы эвакуации. Когда ты 10 лет живешь как под прикрытием уже к этому моменту и чувствуешь себя агентом до того, как тебя объявляют иностранным агентом, ты просто просчитываешь варианты, ты знаешь, как ты будешь уходить, ты поэтому покупаешь квартиру с другим выходом из нее. А почему вы 10 лет себя чувствовали как под прикрытием? Первый раз я уехал в 2013 году, когда меня допросили первый раз. Но это не допрос, это беседа, потому что силовые органы взаимодействуют с вами в 3 форматах. У нас они называются фреймами. Вот есть фрейм беседы, фрейм опроса и фрейм допроса. Это очень старая практика, она не изменилась на самом деле. Да? Она была в советские годы, она осталась и сейчас. Располагание к себе в одном случае будет чуть больше, во втором запугивание будет чуть больше. И в 2013 году, когда, собственно, со мной поговорили первый раз, я уехал. Это было такое очень неприятное чувство. Поэтому я вернулся очень скоро. Потому что я понял, что если тебя в чем-то незаслуженно подозревают, вернись и заслужи. О чем с вами поговорили? О многих вещах. Мы делали большой проект в этот момент «Евробарометр в России». Который со стороны выглядел вообще-то как шпионская деятельность. Давайте чуть поясним про Евробарометр. Евробарометр – это европейский проект, который мы делали на протяжении почти 10 лет. Это очень масштабная история. Это 6 тысяч опрошенных, это тройная репрезентативность выборки. Он не выглядел как шпионская деятельность, скажем, в 2012 году. Но как это еще одна мантра нормализации, правила игры поменялись. И то, что было социологическим опросом до 2013 года, даже до 2012, тоже Болотная площадь, после Болотной площади стало восприниматься как шпионаж. Но вы по заказу европейских организаций сделали исследование россиян. Мы взяли европейскую методологию, делали его на деньги Академии при президенте. Один из вопросов, который мне задавал старший оперуполномоченный, был именно таким. Ваш проект «Евробарометр в России», он же финансируется не из России. А почему Евробарометр? Так называется проект. Он идет и в Латинской Америке, называется Латинский барометр. Он идет в Европе, называется Евробарометр. У нас назывался Russian Barometer, но мы его называли Евробарометр в России. Тогда же оперуполномоченный задал мне вопрос, в чем разница между социологией и шпионажем. В чем разница между социологией и шпионажем? Я решил пошутить и сказал методология. Это было прям... Не надо шутить на допросах.
Но я вернулся и продолжил, потому что Шаненко, потому что это мой факультет, это мое сообщество, это мой университет, потому что Теодор Шанин. Но там сразу стало все понятно, тем более, что допросили не только меня, но и по поводу меня. И людей, которые, мягко говоря, тоже к тому моменту к допросам не привыкли, которые мне и предложили какое-то время не появляться в стране. Но я какое-то время не появлялся. Но вернулся я уже, отдавая себе отчет в том, что в следующие годы я буду вести деятельность, которая будет восприниматься государством как подпольная. А почему вы вернулись? Незавершенный гештальт. Жалеете? Нет. Я вернулся накануне оккупации Крыма, уехал в 21 году. Ну, вот эти 8 лет я смог наблюдать и изучать то, что, в общем, уникальный исторический период. Почему Шаненко мешала российским властям? В какой-то момент, когда начала меняться сама схема вот этого репрессивного давления, понятно, что она очень сильно ужесточилась ближе к полномасштабному вторжению, потому что любой внешней агрессии предшествует внутренней репрессии. Это как раз более-менее хорошо и понятно. Но в целом она вызывала подозрения задолго до 2021 года. Потому что высокая степень автономии. Давайте начнем с того, при каких обстоятельствах вообще кто-то воспринимался как враг. Для этого нужно было соответствовать сразу 3 параметрам, 3 критериям. Во-первых, вы должны иметь влияние на лиц, принимающих решения в России. Так. Во-вторых, вы должны иметь сильные связи на Западе. В-третьих, вы должны иметь доступ к новому поколению в качестве просвещения, образования и так далее. Соответственно, если у вас сильные связи на Западе, если у вас к вам прислушиваются какие-то из лиц, принимающих решения в России, и если у вас группа студентов, то вы позднее этого было достаточно, чтобы стать иностранным агентом, но и раньше этого было достаточно для того, чтобы стать предметом особого интереса сразу нескольких силовых служб. А Шаненко была тем центром, который действительно прям очень хорошо вписывался в эту картину внутреннего врага. Ну и, откровенно говоря, ее вот это внутреннее, это называется в социологии беннингтонские капсулы, то есть как бы мир внутри мира, такое государство внутри государства, в которое невозможно было диктовать, чему учить студентов, например. Она вызывала сильное раздражение, особенно когда паранойя силовиков выросла к концу десятых годов, то что стало понятно, что битва за следующее поколение его умы проиграна. И тогда, собственно, и начались репрессии. Они начались с художественного и театрального мира в большей степени, но по университетам проехались катком. Что сейчас будет с Шаненко? Ведь это же, по сути, довольно уникальный проект, особенно для России. Это не детский сад, и не школа, и не лицей. Это учебное заведение для людей, у которых уже есть образование. Ну и плюс там есть бакалавриат, в прошлом, да, тоже совместно с британскими университетами. Важно помнить, что Шаненко – это определенная культура. Это культура мышления, культура преподавания. Что это не стены, не штатное расписание. И даже не моя любимая библиотека, которой мне по-настоящему не хватает. А Шаненко – это определенный способ смотреть на мир, его описывать и объяснять. Определенная культура, в том числе управленческая, что есть автономия факультетов, что ректор тоже не может навязать декану, чему преподавать, и декан не может преподавателям навязать, и студентам нельзя навязать выбор курсов. Создание такой франкфуртской школы 2.0, оно для меня было безусловным приоритетом в эти 3 года. А насколько Шаненко в России выживет, насколько начнутся дополнительные посадки, насколько можно будет отбить возможность хотя бы доучить студентов, которые уже набраны, я даже не буду спекулировать, я просто держу пальцы крестом и жду, что у ребят получится. Но любое мое слово, которое я сейчас скажу, оно может быть использовано против них, поэтому я просто не буду говорить на этом. В чем идея была Шанина при создании того, что стало в итоге Шаненко? Ну, надо немножко представить себе, кто такой был Теодор Шанин. Это правда, что вы были одним из любимых учеников Шанина? Мне сложно назвать его учеником в прямом, в интеллектуальном смысле. То есть мы близко дружили. Мои коллеги, администраторы называли это «любимый внук». Часто был у него дома с ребенком, и собственно, я обязан ему очень многим в жизни. При этом у Теодора было огромное количество талантов, но то, что он делал внутри социологии, на меня повлияло меньше. На меня очень сильно повлияло то, что он сделал в умении выстроить культуру взаимодействия людей, как создать такой островок свободы. И это связано с несколькими вещами. Первое – это что Теодор Шанин, боец 6-го батальона 10-й бригады Пальмаха. Это израильский спецназ в 1948 году в войну за независимость. Шанин прошел через войну. Он прошел через Холокост, он прошел через войну, он был в эвакуации. Безусловно, да, там все отразилось. Убили его младшую сестру, убили его деда и так далее. И он приехал в Израиль воевать. Он приехал воевать за создание. И Израиль создавался в этот период вокруг идеи, называется Ирмиклат, это sanctuary.
То есть такое, мы создаем убежище, чтобы не повторилось. Never again. И потом, когда он уже уехал из Израиля заниматься наукой в Англию, с ним случился такой поворот. Он рассказывал историю, как на одном из таких торжественных мероприятий, где аспиранты знакомятся с профессорами, там такой, ну, как всегда, это обед, фуршет, и на приглашении было написано «Decorations will be worn». Если у вас есть какие-то награды, почетные знаки отличия, надевайте. А он, чтобы было понятно, в 1948 году воевал с англичанами, потому что иорданский бронетанковый легион, который шел, собственно, из Иордании, и где были самые кровопролитные бои под Латруном, где, собственно, Теодор там чудом выжил. Их создал Джон Глаб, британский полковник. И приказы в иорданском легионе отдавались по-английски. Короче, скажем так, Теодор их ненавидел. Тот факт, что он спустя 15 лет поехал именно в Англию заниматься наукой, был обусловлен тем, что в Англии была лучшая социальная наука в это время. Но осадочек остался. И вот он приходит на это мероприятие, надев значок Пальмаха, 2 колоска и меч, и видит профессора пожилого, который до этого, очевидно, судя по его наградным планкам, прошел палестинскую кампанию. То есть как раз был на стороне тех самых людей, в которых Теодор стрелял. Этот офицер, бывший, ныне профессор, подходит к Теодору с бокалом шампанского и говорит: а что это у вас такое? И Теодор же заряженный в этот момент идеологически. Он говорит: это значок антиимпериалистической, антикапиталистической боевой бригады Пальмах. И смотрит в глаза. И тот, прекрасно зная, что это за значок, и прекрасно понимая каждое сказанное Теодором слово, говорит: How interesting, tell me more about it. И вот этот момент для Теодора был переломом, он понял, что в целом он в университете оказывается в пространстве метапозиции. Потому что на фронте мы в окопах, и мы должны быть в окопах. И когда ты на фронте, ты отдаешь себе отчет в том, где ты находишься. В университете ты обязан отлепиться от пулемета. Ты должен подняться. И независимо от того, по какую сторону баррикад ты находился, здесь мы про истину, здесь мы про попытку понять, как устроен мир, здесь мы про науку, здесь мы про образование. Мы не имеем права превращать образование в пропаганду, мы не имеем права превращать исследования в боевые действия. И когда создавалась Шанинка, она создавалась в огромной степени как такая прививка вот этой метапозиции в 90-х годах в России. Поэтому вот эта часть академической культуры Шанинки, она была очень такая специфичная. То есть люди очень разных политических убеждений, они оставляли их перед входом в библиотеку, в аудиторию. Потому что здесь мы не имеем права быть политическими субъектами. Почему точкой приложения своих усилий, в том числе академических, он выбрал именно Россию? Одна из причин, собственно, направления исследований, потому что он приехал в Англию, чтобы изучать интеллигенцию и ее роль в революции. Потому что он был марксистом и как раз переквалифицировался из соцработника в социолога. Но его 2 экзаменатора в Манчестере сделали классический шанинский ход. Уже позднее, когда он мне эту историю рассказал, я понял, откуда это в Шанинке взялось. Он сказал: это очень интересная тема, сказали они ему. Но понимаете, поскольку вы сами сильно связаны с этой средой и культурой, вы часть этой социальной группы, вы не можете изучать. У вас не хватает дистанции. Изучайте что-нибудь, что вам максимально далеко от вас. Крестьян, например. И Шанин такой: крестьяне? А он из богатой семьи. Он даже в эвакуации особо как бы с крестьянами не сильно... Он, конечно, был левым народником и марксистом, но не настолько, чтобы что-то знать про крестьянский быт, прям скажем. Такой: ну хорошо, крестьяне, значит крестьяне. И стал создателем современного крестьяноведения. И поэтому, конечно, Россия. И поэтому, конечно, его работы про крестьянство как антиреволюционный класс, что бы ни говорила советская пропаганда, оно очень сильно было связано с выбором направления темы, с исследованием. А второе, потому что для него Россия, конечно, вся играла огромную роль, потому что он вот, через эвакуацию, пройдя через Среднюю Азию, через Сибирь, через это все, он увидел другой мир. И это было таким важным этапом его становления как ученого. Тогда он стал немножко этнографом, такой, изучая повседневную жизнь людей, которые при других обстоятельствах ты бы не узнал об их существовании. Ну и кроме того, он всегда был чуток к резким сломам, изменениям. У него была вера в то, что вот если сейчас здесь создать нормальный университет, российско-британский, объединить традиции российской науки дореволюционной и британской науки, то мы, как это он написал в первой миссии университета, создадим новое поколение ученых. Я его потом спрашиваю: Теодор, а почему в единственном числе? То есть одного поколения? Ну, поколение в науке считается 10 лет. С момента, когда ты поступил в вуз, до момента, когда защитил диссертацию. То есть ты дальше не заглядывал. Но дальше нам казалось, что это поколение, оно уже само все подхватит. А это как бы теплица, да? То есть вот когда наступит лето, ну, в общем, уже не понадобится теплица. Все и так будет свести. А наша задача — помочь будущему наступить уже сегодня, вот говорил он. Но как-то лето не наступило. Почему?
теплица обросла бойницами, потому что стало понятно, что его прогноз был очень оптимистичен. С тех пор он зарекся давать прогнозы и готовился только к худшему, практически до смерти. Все, кто потом встал в строй, то есть то самое первое поколение людей, которых воспитала Шанька, это как раз мое поколение. Все мы называемся вторым поколением, потому что первое поколение наших учителей, второе поколение мы, третье поколение наших учеников. Мы изменили только одно слово, то, что вот одно поколение в единственном числе на множественном. То, что, кажется, рано самоаннигилироваться, лето не наступает. Наша задача продлить весну на отдельно взятой, вверенной нам территории как можно дольше. В какой-то момент это уже стало напоминать такую стену из «Игры престолов». Последние лет 8 я чувствовал себя в дозоре на стене все это время. Вот, как сказал мне Миша Соколов, приехал, значит, прекрасный социолог, прошелся, такой: гетто выглядит не так. Ну, вы тоже, когда вы сказали, что это гетто, я очень Это в засомневалась. глазах израильтян гетто, несомненно. Поэтому, если где-то вы говорите, что вы живете в Бат-Яме, или еще, что вы гордый батьямец, то они прям вздрагивают. Ну, потому что это такое расписаться в любви к очень странным формам жизни. У меня есть базовая метафора Бат-Яма, это у Стругацких град обреченных. Есть такой момент, где людей из разных временных эпох выкидывают в одно место. Да-да-да. И они там как-то должны найти способ сосуществования. Там коммунальное хозяйство. Мы сейчас с вами в районе, который называется Амидар. Здесь стоит здание, которое еще несколько лет назад выиграло конкурс на самое страшное здание в мире на Reddit, обогнав малайские трущобы. Но я просто считаю, что эти люди никогда не видели микрорайон Арбекова в городе Пенза. Как вы понимаете, идея была в том, что вот балконы, они общие, и люди будут на них непрерывно вместе общаться. Поскольку каждый такой город, он предположительно должен был образовываться как самостоятельная шхуна, община. В нем сильное самоуправление, свои налоги и так далее. То идея была проектирования в масштабах квартала. То есть, по сути, это попытка создания сообщества внутри сообщества. При этом мы понимаем, что любые попытки создавать сообщество, они, как правило, заканчиваются геттоизацией. В глазах многих израильтян Бат-Ям – это гетто. Но если мы посмотрим на структуру, на расселение, коммуникацию… Бат-Ям – это гетто русскоязычных. Для очень многих израильтян так, и не надо их разубеждать, мы поддерживаем этот миф, потому что благодаря ему нам не повышают цены на квартиры. Вот здесь я как раз шел, когда открывается окно, значит, я вижу, как молодой человек убегает, значит, на трамвайную остановку, ему из окна мама кричит: «Ты бутерброда не взял!» Она такая: «Мама, я с ребятами на работе в столовой пойму». Я такая: «Возьми бутерброды, дебила, кусок, Иран, а ты голодный». Сил не будет добежать до Миклата. Вот. А сколько здесь вот 2 комнаты могут стоить? Они будут стоить здесь примерно как в Москве. А, да? Ну, чуть-чуть дешевле. Но дороже, чем в Бутово. Да. То есть для вас Бутово не Москва? Я жил в Бутово и имею право говорить про Южное Боже, Бутово. какой кошмар, а? Слушайте, я из Бутова в Бат-Ям. Мне сложно в белом пальто, оно здесь белым останется недолго. Так вот, видите, идея, которая была? То, что если мы все соединим, то люди будут часто общаться. Но, как мы понимаем, люди хотят балконы. Так. Они не хотят часто общаться с соседями. И дальше начинается вот такое странное сочетание частного сектора, балконной жизни. Мы просто с вами рано. Здесь обычно вот все жарят шашлыки, такая тусовка происходит. למה אתם מצלמים? Лебата за телевизия לא רוסי, אבל זה טלוויזיה. מאוד מסוכן, כי אצלכם אתם כמה פעמים נתתם פה כתובות בבת ים. Many people from Russia is give the address and the photo from many places in אנחנו Israel. גרים פה, אנחנו ישראלים, מה גם הבעיה? הם היו ישראלים. אז אני רוצה, זה באמת רדיו רוסיה? זה לא רדיו רוסיה, אנחנו ישראלים ואנחנו גרים פה. אל תבלבל בראש. מפה, מתוך מפה, בת ים, איפה את גרה? הם שלחו איפה את גרה? כתובת. אני גר במקרה בראשון. אני גרתי פה. אתם הכי מרגלים בסדר, שיכול בסדר. להיות. כן, כן, כולנו מרגלים, כולנו. Все шпионы просто. Женщины очень волнуются, что вы снимаете, чтобы потом сливать адреса. То есть все-таки они общаются между собой? Да, да, это есть. Но тут есть проблема в другом, потому что это не создает того, на что рассчитывал вот Гринберг, который тут вот один из главных был идеологов такого социалистического строительства. Социализма в Бат-Яме нет. Но вообще-то, обратите внимание, это был революционный проект. Здесь должен был быть кинотеатр, там, тогда рабочее жилье, вот это вот все вместе. То есть они как бы планировали это буквально как дом коммуна. Ну, как видите, да, с коммунизмом, как и с социализмом, тоже не сильно ничего вышло. А там Миклат есть и Мамат? Там точно есть Миклат, и там должны быть мамады. Но это же определенный угол, да, взгляда на мир,
когда дом, который ты строишь, совершенно точно должен иметь в себе камеру безопасности. То есть после, по-моему, 90-х годов во всех домах Это новых после войны с Хусейном, да. есть всегда камера безопасности. То есть ты навсегда готов к войне. Да. Ты не исходишь из того, что... Нет, люди, которые здесь живут, они не разделяют вот эту часть ваших представлений. А как? Прекрасно. Ну, ты просто всегда живешь на краю, ты всегда живешь в ситуации угрозы. Если ты здесь остаешься жить, ты ее на себя принимаешь, вот так? Это не травма? Нет. Аналогия, наверное, будет более точная. Это когда вы точно знаете, что за вами придут в 6 утра арестовывать в Москве и продолжаете работать в Москве. Но даже в этой ситуации, если у вас есть минимальная способность к рефлексии, вы принимаете на себя ответственность за то, что это может произойти. Просчитываете варианты. Думаете, как будете уходить в момент обыска. Точно так же, когда вы живете здесь, вы принимаете эту вероятность, и если вы остаетесь, то принимаете на себя ответственность. Ну, в Москве можно в отношении себя снизить риски, имея в виду, чем ты занимаешься, где ты высказываешься, каким образом. Именно так. А здесь нет. А здесь нет. Ну, а вы хотели, чтобы все риски были прогнозируемы? Ну, так не бывает. Понятно. Я просто спросила, насколько Конечно. это влияет на состояние общества, если ты точно знаешь, что у тебя в квартире есть всегда комната безопасности, и война может начаться в любой момент. А в старых домах это еще создает особые практики городской жизни. Потому что вот я помню, когда были прилеты из Газы, у нас же было по 8 тревог в день. В старых домах, вроде вот моего бывшего, где нет мамадов, есть только миклад, все точно знают, кто на каком этаже нуждается в помощи. И вот я смотрю, камера с наблюдения, там подбегают с 3-го этажа на 4-й 2 подростков. Как раз сирена, девушка открывает дверь, они забирают у нее малышей с рук. Она уже беременна, религиозная семья, там небольшие промежутки между детьми. И они, значит, с 2 детьми на руках ее спускают, и буквально там через 37 секунд по камере видно, что ракета прилетает, дверь вылетает с петель. Потому что в отличие от баллистики, которая ударила сюда, обычные ракеты, они попадают в верхний этаж, пробивают потолок, выносят верхний этаж, но чаще всего не ниже, то есть там не весь дом под снос. И это создает такой постоянный взаимный мониторинг, вот жертвами которого мы в том числе только что стали, когда к нам подошли и сказали: вы, скорее всего, шпионы, которые снимают наш Батьям и потом передадут иранцам. Я не могу сказать, что это какой-то особый антропологический тип людей. Нет, просто особый способ социального существования, который построен на взаимопомощи очень сильно, построен на вот этих практиках взаимного постоянного поддержания, и на таком не московском любопытстве людей друг к другу. Многократно повторяемые практики ведут к привычке. Привычка передается из поколения в поколение и Одна из проблем, в частности, перед 7 октября стояла в том, что никаких привычек не передалось. К этому моменту Израиль был очень расслаблен. Достаточно сказать, что миклад в нашем доме до 7 октября не просто использовался как склад всеми нами. В нем еще и прорезали окна для котиков. Это правда, что вы на общественных началах сейчас занялись сбором идей по изменению имиджа Израиля в мире? Это не про изменение имиджа Израиля в мире. Про 7 октября. Потому что само событие 7 октября, оно оказалось настолько же сложно осмысливаемым внутри Израиля, потому что это беспрецедентная геноцидальная атака, которая была за всю историю государства. Настолько же в разных типах политической риторики на Западе оно очень легко вписалось в некоторые существующие антиизраильские нарративы. И когда мы 10, по-моему, октября собрались с друзьями, часть из которых ученые, часть юристы, я тогда, помню, передал им копию отчета, который готовился в Штатах, организации под названием Center for Constitutional Rights, где уже были отобраны прецеденты за неделю после 7 октября для обвинения Израиля в геноциде. То есть еще не началась операция. То есть еще не отошли от паралича, еще не опознали тела жертв. Еще не нашли тела жертв. Вот юристы посмотрели набор прецедентов, мы решили создать такую общественную организацию, которая, в частности, и внутри Израиля сможет доказать, что если не дать этому событию очень внятной квалификации, оно будет квалифицировано политически ангажированными интеллектуалами. Тогда еще не думал, насколько это приобретет масштаб внутри университета в том числе. Не то, что это была геноцидальная атака
против израильтян, то что это была геноцидальная атака самих израильтян. Речь идет о том, что это не то, что Израиль отвечает на нападение 7 октября, а то, что Израиль Спровоцировал агрессор. нападение на себя для того, чтобы иметь возможность, чтобы уничтожить палестинцев как этническую группу. Это не один нарратив, да, там есть некоторые любопытные различия в том, как это презентуется, но есть некоторое общее мнение о том, что мы про 7 октября говорить не будем, и будем это замалчивать, как Маша Гессен, либо будем это презентовать таким образом, чтобы стало понятно, что это был закономерный и ожидаемый ответ. Либо, ну, уже совсем конспирологическая версия, что это сам Израиль спровоцировал для того, чтобы иметь возможность, значит, реализовать свои давние вынашиваемые геноцидальные планы. Когда мы стали встречаться с разными израильскими политиками, включая с министром юстиции, никто не верил. Они говорят, в смысле, это нас, это против нас совершена геноцидальная атака. Все это знают. Я говорю, не все. Не надейтесь, не рассчитывайте. А в этот момент еще все мэрии европейские были подсвечены израильскими флагами. И люди, которые выходили с пламенными речами поддержки Израиля, уже через 2 месяца будут маршировать с палестинскими флагами. И мы пытаемся, в том числе внутри Израиля, убедить, что вообще-то, коллеги, есть довольно серьезная интеллектуальная работа против. Для того, чтобы лишить 7 октября всех тех чудовищных коннотаций, с которыми этот день связан, нужно начинать уже готовиться, уже сейчас. К счастью, нам удалось найти людей, которые в том числе потом возглавляли делегацию Израиля в Гааге, кто откликнулся и понял степень безумия этого мира. Сейчас одна из задач все-таки стоит в том, чтобы о 7 октября не дать забыть, потому что есть очень сильное искушение как внутри страны, потому что это очень травматичные события. И очень сильная работа за пределами, где нужно стереть 7 октября, как если бы после 6-го начиналось сразу 8-е, как если бы его не было. Это требует работы, в том числе куда более серьезной, связанной с созданием правильных форм мемориализации. Потому что даже когда мы с вами пытаемся как-то упорядочить для себя вот те самые нарративы, в которых мы живем, которые хорошо, кстати, отсвечивали в Евробарометре в период с 17 по 20 год, что вот была группа людей, которая верила, что существует некоторое содружество демократических государств, вот такой коллективный Запад, но хороший. Это глобальное добро. Было глобальное зло. Это президент Российской Федерации, коррумпированный тиран, узурпировавший власть. Да, тогда еще даже репрессии уже начались на самом деле, они еще не приобрели таких масштабных форм. Было локальное добро. Это те самые думающие люди, интеллигенция. Это те, кто говорил «мы», как бы все понимают, кто мы. Было локальное зло. На языке оппозиционных медиа это называлось одурманенное пропагандой быдло. Вот 4 этажа. Глобальное добро, глобальное зло, локальное добро, локальное зло. И диаметрально противоположная картина мира, где есть злонамеренный коллективный Запад, наш сильный национальный лидер, проклятые предатели, иностранные агенты и прочая пятая колонна, и патриотичные граждане. Каждый нарратив отвечает на 4 вопроса. На вопрос «где я и кто я?», на вопрос «где граница между добром и злом?», на вопрос масштаба. Причем вот сейчас мы описали с вами в пространстве глобальное, локальное, но и точно так же и во времени. Давнее прошлое темное, светлое будущее светлое. Мир течет, значит, из тьмы архаики через модернизацию к совсем светлой модернизации и так далее. И каждый раз мы должны выявить вот эти самые паттерны верования, которые заставляют человека определенным образом для себя интерпретировать, как все это устроено. А потом, когда уже мы начинаем изучать, как устроены картины мира людей, не связанных с Российской Федерацией и так далее, мы видим те же самые 4 этажа, которые называются проклятый империализм, да, глобальное зло, которое захватило весь мир как спрут, неолиберальные корпорации транснациональные, которые высасывают из планеты ресурсы, а глобальное добро – это страны, которые сопротивляются насилию американского обкома из спрута. Это островки свободы и ось сопротивления – Россия, Иран и Китай. Есть локальное зло, те самые щупальца спрута – это Израиль. Да, например, вот в таком леворадикальном сайте Grey Zone Израиль и Украина стоят через запятую, потому что, очевидно же, это 2 марионетки прокси США, поэтому помощь Израилю и Украине запихнули в один законопроект, что при помощи своих прокси на Ближнем Востоке, в Восточной Европе американцы ведут геноцидальные войны. 2 геноцидальных режима, говорит Макс Блюменталь. Ну и, наконец, есть локальное добро. Это народно-освободительное движение. Хамас и ДНР, ЛНР.
Смотрите, как Вау. леворадикальный нарратив. Если вы теперь посмотрите на российскую, довольно пропагандистский нарратив глобального юга, как две капли воды. Глобальный империализм – чек. Островки сопротивления – есть. Проклятые марионетки американского режима – разумеется. Народно-освободительные движения – мы их будем поддерживать. Когда я это говорю, у вас наверняка это ассоциация с советской такой пропагандой чудовищной. Нет. Но в том-то дело, что действительно нет. Что на самом деле и советская пропаганда, и современная гарвардская, они вырастают из одних и тех же текстов. Это леворадикальная модель, которая удивительным образом сошлась с путинским не левым далеко нарративом, где Россия является представителем интересов стран глобального юга. Что как минимум географически довольно забавно. Ну, Россия тяготеет к этому глобальному югу, и все время они друг к другу в гости ездят. Более того, да, теперь мы будем его форпостом, говорят нам муфтий на очередном Казанском форуме исламских народов. А теперь есть леволиберальная картина. Мир не захвачен злыми американскими империалистическими корпорациями. Наоборот, мир движется к светлому будущему. Каждое следующее поколение чуть лучше предыдущего. Права меньшинств защищаются. И поэтому мировая прогрессивная общественность, которая отвечает за то, чтобы мир двигался в правильном направлении, вот эти интеллигенция земного шара, думающие люди всего мира, должны сплотиться, потому что, к сожалению, существуют островки сопротивления прогрессу. Израильский милитаризм, путинский традиционализм. Заметьте, да, в предыдущем леворадикальном нарративе Россия сопротивляется империализму, поэтому она глобальное добро. В леволиберальном нарративе знак равенства между Россией и Израилем. В леворадикальном знак равенства между Россией и Палестиной. Соответственно, вот у нас есть мировой прогресс, вот у нас есть островки сопротивления, у нас есть угнетаемые народы, те, кому не дают реализовать свои естественные права на своей земле. Опять же, знак равенства между Палестиной и Украиной, потому что две страны подверглись агрессии. А говорят они в этот момент половина Украины, которая сильно произраильская, такие, вы там совсем, что ли, вообще, вы себя в Гарварде, что происходит, в смысле? Но дальше есть некоторое локальное зло, потому что в этом нарративе, обратите внимание, то, что в диаметрально противоположном добро, здесь зло. Ну, не может левый либерал воспевать Хамас. Он ненавидит Израиль, но Хамас он воспевать не может. Он не может назвать его народно-освободительным движением, правильно? Потому что одно дело, значит, носить футболку с Че Геварой, и другое дело сказать Че Гевара, Яхья Синвар. Это все одни и те же. И поэтому нужно как-то демонизировать одновременно и Израиль, и Хамас. Как это сделать? Нужно сказать, что добро, которое подверглось угнетению, которое подверглось репрессиям, которое подверглось вторжению, рождает внутри себя свое собственное зло. Например, левые либералы ненавидят одинаково Путина и батальон Азов, потому что для них батальон Азов – это то самое зло внутри добра, которое появляется исключительно как реакция на внешнее давление. А здесь та же самая формула «зло внутри добра» позволяет говорить о том, что, ну, разумеется, угнетенные палестинцы внутри себя в результате и исключительно из-за внешнего давления агрессивной, злонамеренной силы под названием Израиль родили свое собственное зло Хамас. Но вы же понимаете, если бы не Израиль, Хамаса бы тоже не было. Отвечая теперь на ваш вопрос спустя 15 минут лекции. Почему? Потому что в обоих этих нарративах, и леворадикальном, и леволиберальном, Израиль является абсолютным злом. В одном случае Израиль является таким же злом, как Россия, в другом случае Израиль является злом, как Украина. От степени их проукраинскости или пророссийскости степень ненависти к Израилю не меняется. В одном случае это колониальная марионетка США, в другом случае это подельники Путина по сопротивлению прогрессу. Про структуру конфликта никто ничего не знает. Про то, что в Газе не было никаких израильских солдат с 2007 года, там был плавный процесс размежевания, это никто не знает. Емкие метафоры, заброшенные в общественное, как бы это сказать, назовем это сознанием, вроде тюрьма под открытым небом. Они позволяют не думать, они позволяют сразу сказать, ну все понятно, зло, добро, я здесь, я с этими против этих. Но это некоторый результат развития картины мира, которая, в общем, произошла на протяжении очень долгого периода. Ленинская работа «Империализм как высшая стадия развития капитализма» 1916 года. Те картины, те карикатуры, которые вы сегодня найдете у гарвардских студентов, где рука с Маген-Давидом держит две удавки, на одной повешен афроамериканский студент, на другом арабский филлах, на руке татуировка Маген-Давида. И такой кривой ятаган разрубает эти две удавки, на нем написано «Народно-освободительные движения третьего мира». То есть эти образы, эти метафоры, они вытекают из некоторых очень четко структурированных картин мира. Эти картины мира, эти нарративы, они формировались довольно давно, и нельзя назвать, типа, вот этот конкретный человек все это придумал вот в таком-то году. Ну и что вы предлагаете делать? Я ученый.
В данный момент я изучаю. И коллеги мои, которые вот скорее на стороне адвокасы, на стороне работы юридической, они используют исследования в том числе и для работы по защиту Израиля в судах. Но моя задача все-таки не смешивать свою активистскую деятельность, в том числе на пользу Израиля, или на пользу глобальной российской академии, которая оказалась разбросана по всем возможным континентам, разве что кроме Антарктиды. Не смешивать эту деятельность с научной, потому что в противном случае я стану очень плохим ученым. Потому что я заранее буду знать, что все вокруг антисемиты, и буду просто пытаться подобрать факты так, чтобы как-то они влезли в это мое убеждение. Вы сказали, что вернувшись в Россию после 2013 года, после вашего отъезда, вы не пожалели, потому что вы наблюдали удивительные процессы, и очень многие сделали для себя выводы. А о чем речь? Как удивительные процессы я наблюдал не только как социолог, но и как участник этих процессов. Ну, в частности, я видел, как меняются картины мира людей, в том числе через призму социологических опросов. То есть, например, мы изучали, в какой момент происходит коллективная мобилизация. Это люди, которым вчера было абсолютно наплевать на то, что там кто у власти, и какие решения принимаются и так далее. В какой-то момент решают, что вот именно сегодня они должны выйти на Болотную площадь. А через 2 года эти же люди, которые выходили на Болотную площадь, выйдут, например, на митинг «Крым наш». От чего будет зависеть? Да, мы же в этот момент не пытаемся сказать, столько-то людей считают, что, значит, власть зло. И поэтому... Нет, мы ищем предикторы, то есть те факторы, которые позволяют говорить о том, что вероятность такого-то события, например, выход на Болотную площадь, выше, если... И, например, вот в том исследовании мы видели, какую роль начинала играть плотность социальных связей у людей. Чем больше у них было социальных контактов, тем больше была вероятность, что они примут участие в той или иной акции, причем как проправительственной, так и антиправительственной. А дальше? А дальше вы эти модели пытаетесь проверять на других странах, дальше вы эти модели пытаетесь тестировать, искать другие переменные. Наука, она же не про то, чтобы там помочь власти или помочь свергнуть власть. Она про то, чтобы найти устойчивые воспроизводимые взаимосвязи между разными параметрами человеческих сообществ, групп, коллективов, то есть плотных социальных агрегатов. В этом смысл сам по себе, то есть не в том, что из этого можно какое-то оружие сделать и вооружить кого-нибудь. У меня есть теория, что невероятное благополучие столиц, в основном, конечно, Москвы, но дальше благополучие разливалось, как мед из банки, на города-миллионники и на города, которые заслуживали внимания Москвы. И это невероятное благополучие, сильно опережавшее развитие гражданских институтов, развитие образовательных учреждений и развитие общественных институций, оно в какой-то момент затуманило взор обывателя. И все было настолько классно, что нечего было больше хотеть. Это еще один такой интересный троп. Он называется «слишком быстро разбогатели». Что вообще богатство... Вообще разбогатели не все, но жизнь стала комфортной довольно у всех, потому что когда ты еще 5 лет назад стоял долго в очереди, чтобы в сберкассе заполнить платежку за коммунальные услуги, а теперь, даже если ты бабушка преклонных лет, ты можешь это сделать 3 кликами в телефоне, это, конечно, супер прекрасное развитие. Привилегия, недоступная многим гражданам вполне демократических государств. Абсолютно. Но тут есть проблема. За этой идеей, которую вы сейчас озвучили, стоит теория модернизации. Представление о том, что вообще тоталитарные государства в прошлом или авторитарные государства в прошлом, они должны пройти однонаправленный путь к демократии, и он будет всегда связан со сменой поколений и строительством институтов. Что вот, например, есть люди, которые 40 лет по пустыне не ходили, и поэтому они все еще рабы в своей душе, но нужно 40 лет, чтобы дети их родились, чтобы они поняли, что свобода – это ценность, и только тогда будут впущены в землю обетованную, демократическую. Тут, значит, получилось, что слишком быстро пришло благосостояние, и, по сути, обменяли на этот комфорт жизни, как вы сказали, свои свободы, гражданские и так далее. Это тоже один из тропов, тоже попадает в нашу выборку, он как-то что-то людям проясняет. Но при этом сама теория модернизации страшно устарела. Выяснилось, что она не подтверждается никакими данными. Выяснилось, что нет никакого однонаправленного движения, и что институты – это немножко культ институтов. Мы, оставшиеся последние либералы, цепляемся за них, потому что, если не институту, то что? Но в целом нет тут никакой зависимости, что слишком быстрое достижение зоны комфорта
приводит к тому, что люди слишком легко отказываются от каких-то завоеваний свободного десятилетия, и поэтому сегодня с ними можно делать все, что угодно. Потому что сначала у них отберут свободы, а потом и комфорт, на который они их променяли. Ну, чтобы у человека отобрать свободу, хорошо бы, чтобы она у него была. И дальше, соответственно, нужно понять, какие группы воспринимали свободу как ценность, какие группы как воспринимали 90-е годы. То, что, например, часть людей верит, что история России – это как подводная лодка, она всегда где-то во мраке темных веков. Насилие, крепостничество, террор, сталинский террор, произвол властей. Так иногда такая оттепель какая-то, там лодка всплывает, все подставляют лицо солнцу, потом снова куда-то на дно. Есть такое распространенное представление о том, как устроена история страны, при этом люди, описывая свою собственную жизнь, они так ее описывать не будут. Эта идея, она довольно сильно связана с таким либеральным прогрессизмом, с тем, что был шанс в 90-е годы, когда тоталитарное принуждение исчезло, и людям была предоставлена свобода, но шансом этим не воспользовались. И именно поэтому, значит, абортивная модернизация. Очень сильная метафора аборта. Потому что каждый раз, когда только зародится что-нибудь светлое, доброе, демократическое, тут же при попустительстве безразличного общества циничная власть делает аборт демократии. Это все предмет нашего исследования. Это все предмет того, во что люди верят, как они себе что-то объясняют. Вы можете доставать много таких конструкций, спрашивать, ну вот это же правда? Нет, это то, во что люди верят. Я могу сказать, какие люди в это верят. Да, и дальше анализировать, как вот это верование сцепливается с этим верованием. Почему вот если вы верите в это и в это, то в это вы, скорее всего, тоже поверите. И т.д. и т.п. То есть это все-таки исследование, пока мы внутри языка социологии. Да, мы можем из него выйти и поговорить как обеспокоенные интеллектуалы. Если мы находимся внутри языка своей науки, мы, к сожалению, должны надеть эти вериги. Мы должны надеть на себя очень жесткие ограничения. То есть я, например, абсолютно искренне до глубины души возмущен тем, что происходило на американских кампусах после 7 октября. И для меня это было предательством моего мира. Если я хочу это понять как ученый, а не как гражданин Израиля и патриот этой страны, я обязан взять в скобки все свои верования, представления, аксиомы, нарративы, да, все то, что позволяет мне как-то отличать добро от зла в повседневной жизни, и отнестись к этому исключительно через вот эту призму языка своей науки, через ее категории. А там нет добра и зла, там есть плотность социальных связей, степень герметичности сообществ, есть структуры нарративов, структуры верований. Это требует довольно серьезной аскезы такой. Вам часто не удается эту аскезу принять? Последние 3 года постоянно. Я постоянно себя одергиваю. Потому что до этого, несмотря на то, что ситуация в России 2010-х годов очень сильно покалечила мою психику, будем называть вещи своими именами, но там я, по крайней мере, точно понимал, что есть возможное и невозможное, что я четко знаю, в какой момент я нахожусь, в какой позиции. А сейчас, последние 3 года, очень тяжело. Я для себя это условно разделяю на 3 этажа высказываний. То есть есть этаж, где вы на фронте, где вот мы с вами сейчас сидим, у нас прекрасно, тут море, но все боевые действия идут очень близко от нас. И после 7 октября все были на фронте. То есть это не было тыловой работой. И люди, которые находятся на фронте, люди, которые находятся непосредственно в зоне риска, они остаются там, принимают на себя ответственность. И это определяет их взгляд на ситуацию. И когда мы находимся в прифронтовой полосе, мы можем высказываться как люди, которые приняли на себя ответственность за то, что они здесь находятся. Между прочим, люди, которые находятся в глубоком подполье в Российской Федерации и рискуют арестом каждый день, приняв на себя сознательно ответственность там остаться и отдавая себе отчет в том, что их может ждать в любой момент. Это о каких людях идет речь? Есть куча людей, которые остаются в России, потому что они считают, что их работа внутри страны – это то, что может каким-то образом развернуть ее историческое развитие. Это касалось очень много разных сфер, да, в том числе образования и так далее. То есть речь об ученых? Нет, не только. Не будем сейчас. Каждый раз, когда я упоминаю о каких-то группах людей внутри России, которые находятся в такой ситуации ожидания ареста, я вздрагиваю, потому что я могу случайно какими-то своими словами увеличить вероятность их завтрашнего ареста. Но вы не сгущаете краски? Нет, нисколько. Скорее, когда я говорю о том, что это несколько людей, я преуменьшаю. Тоже линия фронта. Просто в ситуации репрессии линия фронта может пройти через вашу квартиру. Но это только 1-й этаж.
Там, где вы как соучастник. Что такое соучастник? Это человек, который принял участие, отдавая себе отчет в последствиях своего решения. Он одновременно соучаствующий, потому что он говорит, я часть этого сообщества, я остаюсь здесь. Рискующий. Теперь есть второй этаж, где мы с вами живем в Фейсбуке или в медиа. Мы можем позволить одни высказывания или другие высказывания, но наши высказывания в медиа, в социальных сетях, они не прибиты конкретно гвоздями к месту, где вы находитесь. Да? В Фейсбуке на вас ракета не упадет, в Фейсбуке вас не захватят заложники, в Фейсбуке вас не арестуют в 6 утра. Когда человек что-то говорит в Фейсбуке, он не до конца понимает, почему тот, кто находится в этот момент в бомбоубежище, искренне желает ему смерти. Но тот, кто находится в бомбоубежище, не всегда в этот момент может отделить себя в бомбоубежище от себя в социальных сетях. Если ты поднялся с первого этажа на второй, будь добр перестроить взгляд. Ты не можешь каждый раз говорить как тот, кто на фронте. Да, потому что кто на фронте говорит с теми, кто на фронте, а не с теми, кто в Фейсбуке. Но когда-то был третий этаж, профессиональный этаж. Тот, который предполагает, что мы отказываемся и от своей гражданской позиции, фейсбучной, и от своей экзистенциальной позиции на фронте. Занимаем исключительно профессионально. В профессиональной плоскости я могу обсуждать с палестинским социологом качество опросов в Газе и смотреть ошибку выборки. Если вы на фронте, вы не можете отказаться от своей экзистенциальной позиции, вы физически находитесь на фронте. Но тем не менее вы можете произвести эти операции подъема и спуска. Вы вольны это сделать, вы субъект. Да, и как субъект вы принимаете решение, из какой позиции вы говорите, что вы делаете. Одна из проблем с озвучиванием политических высказываний. Путин не вышел из сибирских лесов, он не появился в вакууме. Американские транснациональные корпорации коррумпировали российские элиты. Это же не на языке науки произведенное высказывание. Но если у человека есть степень, то он в этот момент говорит как бы от лица науки, но озвучивает свою позицию с второго этажа фейсбучного бойца. И это дискредитирует несколько представлений о том, что вообще-то наука, она мета, она над. Да, и мы в нее поднимаемся, оставляя свои физические тела и политические высказывания ниже. Да, потому что здесь мы должны иметь возможность говорить со своими идейными врагами, политическими врагами. И даже иногда врагами, которые физически находятся по другой линии фронта. Российские университеты начали терять эту автономию довольно давно. Шаненко давал еще какую-то возможность сохранения этого башни из слоновой кости, которая была атакована и снаружи, и изнутри. Сама метафора башни из слоновой кости, она начинала восприниматься как намеренный эскапизм. Но это как раз эскапизм третьего этажа. Это мы поднимаемся вверх, чтобы увидеть это через язык своей дисциплины, взяв в скобки свои собственные убеждения. Потому что если это башня из слоновой кости в руинах, как она, собственно, и находится сейчас, то тогда у вас нет ничего, кроме Фейсбука и тела. Тогда ваш взгляд на мир определяется либо степенью опасности и риска, которым вы подвергаетесь, либо тем, с кем вы переписываетесь в социальных сетях. Но мне представляется довольно важным действительно это время с точки зрения сбора свидетельств, которые потом, будучи представленными в одном месте и в одно время, все покажут вот ту самую картину, как вот с 2014 года мы оказались, например, в 2022, потому что для меня связь очевидная, а многие люди в 2022 году только узнали о том, что вообще существует там какой-то Донбасс, какая-то Украина и какие-то боевые действия на южных границах нашей Родины. Ну и, соответственно, вопрос в том, где вы будете искать ответ, где вы будете собирать эти... Ну, я бы пришла к социологам. И скажите нам, как мы там оказались. И социологи такие... Нет, я бы пришла, наверное, как раз в 2013 году и хотела бы услышать от социологов предупреждение, наверное, о том, что, смотрите, вот люди настолько утеряли связь с действительностью и с политикой, что они готовы сейчас стать оружием для чего угодно. Ну, вы воспроизвели очень популярное, такое расхожее мнение. Давайте попробуем разобрать эту формулу. То есть формула строится на том, что существует некоторое общество, как совокупность людей. У этих людей что-то есть в головах. То, что у этих людей в головах, как-то либо отражает действительность, как она есть, либо не отражает эту действительность. И что-то происходит, что-то вы чаще всего связываете с властью, что заставляет людей перестать видеть мир, как он есть. И поэтому с ними теперь можно сделать все, что угодно, будучи пластилином в руках циничной власти, они в какой-то момент готовы поверить в то, что в Украине есть нацисты, и поддержать ввод войск. Это довольно распространенное высказывание, если я правильно реконструировал. Оно удобное, потому что оно сразу все проясняет. Циничная власть, безразличное общество. Да, это немножко такая картина мира русского либерала между дерьмом и злом. Но, во-первых, давайте начнем с того, что да, действительно, существуют люди, у которых в голове есть некоторые представления о том, как устроен мир.
Нет абсолютно ложных и абсолютно истинных представлений. Уж точно не человеку, который смотрит на это из позиции ученого, учить людей того, как на самом деле устроен мир, на что на самом деле им надо смотреть, и пытаться каким-то образом, значит, нести факел просвещения, объясняя, что вот смотрите, вы должны возмущаться этим, вы должны одобрять это. Нет, люди как-то сами решают, чем возмущаться и что им одобрять, исходя из того, что, соответственно, им кажется важным и как устроены их те самые картины мира. Уж точно социологи не являются теми, кто знают, как на самом деле устроен мир. Если они берут на себя эту функцию, они перестают быть учеными, они становятся проповедниками. Соответственно, мы можем пытаться понять, почему у одних людей картины мира такие, у других такие. Мы можем искать причины того, что меняются картины мира, появляются какие-то новые нарративы. Почему именно этим людям, например, конспирология, которая будет распространяться уже в период ковида, будет казаться естественным объяснением мира, а другие люди будут к этому относиться скептически. Почему этим людям можно впарить идею про нацистов, а этим нельзя? И как ученый вы в этот момент не можете сказать, что есть те, кто ближе к действительности, и поэтому они сопротивляются, есть те, кто дальше от действительности, и поэтому с ними можно делать все, что угодно. Тоже нет. Потому что, кстати, в этой картине мира единственным субъектом является власть. Тоже довольно специфический взгляд на мир. Да, он немножечко снимает ответственность с говорящего. Потому что, ну что, общество – это же кусок пластилина, а власть его лепит. А мы Я все-таки родилась и выросла в России, и по-настоящему субъект, но в России в основном власть. Мы с вами родились в Советском Союзе, а что по-настоящему субъектно, мы не знаем. Но есть некоторые картины мира, в том числе ваша, в которой, например, действительно субъектность может атрибутироваться только одному игроку, если он при погонах. Мы должны, как исследователи, снять эти очки. И дальше смотреть на это через категории языка своей науки. Когда мы закончим исследование, мы снова наденем свои политические убеждения и точно будем знать, где добро и где зло. Главное не путать одно с другим. Вот эта идея, где власть субъектна, где люди пластилин в руках власти, где им впаривают пропаганду любые нарративы, это часто используют для того, чтобы скрыть тот факт, что картина мира людей, верящих в это, она симметрична. Это точно такая же сильно заряженная нарративная конструкция. Каждый нарратив, он устроен так, что он делит мир. То есть он как очки вам позволяет различить добро от зла, большое от малого, себя от не себя, своих от чужих. Они устроены симметричным образом, просто что в одном случае будет источником угрозы, в другом источником надежды. То, что в одном случае будет злом, в другом случае будет добром. Когда вы анализируете, как устроены картины мира людей, вы в этот момент вынуждены себе отдать отчет в том, насколько все сложнее, насколько все устроено не совсем так, как хотелось бы, в таком черно-белом формате. Но что дает вам возможность социология? Она дает вам возможность в том числе отрефлексировать свои собственные очки и посмотреть, а от чего зависит то, что именно эти люди будут видеть мир так, а эти люди будут видеть мир так. У вас в книге «Воображая город» есть история про романтизацию руин и к тому, что людям свойственно нежное отношение к руинам, что на самом деле скорее несправедливо. Это один из сюжетов о том, в какой момент, в какой исторический период руины начинают восприниматься как что-то значимое. То есть, когда их начинают сохранять, когда они начинают восприниматься как место посещения. И мы думаем, что это связано с эпохой романтизма, но это на самом деле не так. Это начинается раньше, в просвещении. Как раз Сергей Николаевич Зенкина отличное исследование того, что вообще-то изначально руины начинают обретать такой особый статус, потому что это как бы островки темного прошлого, которые мы сохраним, потому что мир-то становится лучше и движется путем разума, а руины – это то, что позволяет как бы не забыть о прошлом. То есть это на самом деле изначально руина как такой музей ушедшего темного прошлого в светлом будущем. А вот как раз романтизм уже принесет сюда идею эстетизации. То, что наполовину разрушенное временем здание, оно начинает восприниматься как овеянное ореолом романтики. Но это никак не относится к таким руинам. Да? Собственно, то, о чем вы говорите, фрагмент книги, это работа Георга Зиммеля, его теория архитектуры, которая как раз построена на том, что для социолога руина важнее, чем здание, потому что она показывает, как сталкиваются логика природы и логика человека, логика материала и логика архитектора. Но отдельно он оговаривается, что когда здание разрушается человеком, оно не является руиной в его определении.
Так что это не совсем та руина. Есть довольно интересный разговор, в котором вы принимали участие. Это разговор об архитектурных последствиях нормализации войны и рутинизации войны. Да? Того, что, с одной стороны, там, памятники достижениям воинов, они акцептируют то, что война – единственный способ развития. А с другой стороны, вот здесь мы стоим, да, и вот эти вот откусанные дома, внутри которых смерть, и дома с выбитыми стеклами и так далее, это, в общем, уже становится привычным пейзажем. Насколько война нормализована в Израиле? Это действительно большая разница, потому что если вы посмотрите на рутинизацию, то она произошла. Вот вы видите рутинизацию, вы видите людей, которые жалуются на то, что когда этот дом сейчас разрушают, пыль мешает им нормально дышать в соседнем квартале. Это рутинное действие, так же, как для них рутинным действием стало быстро позвонить в Масриху, чтобы поставили стекла. Потому что, как вы понимаете, в половине города не было стекол, их очень быстро восстановили. А рутинизация неизбежная – это как раз то, что позволяет городу продолжать существовать. Это далеко не первый случай, когда Бат-Ям получает такие удары. Город, он потому и город, что он восстанавливает ткань и регенерируется. Нормализация – это другое. Нормализация – это уже не про рутину городскую, это про нарративы. Про объяснение себе, почему, несмотря на угрозу и риск для жизни, все равно здесь. И про то, в какой степени предстоит избавиться от иллюзий, связанных, значит, с будущим человечества, для того, чтобы каким-то образом сделать этот мир чуть более предсказуемым. Насколько война нормализована в Израиле, вообще один из признаков нормализации – это шутки, это юмор. То, как быстро можно начинать шутить. Потому что через вот такого рода снижение пафоса вы узнаете про то, что это как бы нормализация запущена. И да, вот по этому критерию нормализация войны в Израиле довольно высока. Это страшно? Нет. Все-таки война, помимо всего прочего, это еще расчеловечивание и обесценивание той стороны. То есть на той стороне нет людей, на той стороне только враги. На той стороне точно нет хороших людей, они все плохие. Мы радуемся их смерти. Это нас самих расчеловечивает. У нас сегодня парад клише. Давайте их считать. Первое, война – это то, что ведет к благой цели. Нет. Телеологический модус обоснования войны – так себе идея. Во-вторых, второе клише – война такая останется единственным путем. Кто сказал единственным? Это просто один из... Не надо читать Карла Шмидта для того, чтобы понять, что экзистенциальное противостояние существует. Потом принесение в жертву ради благой цели. Это не принесение жертвы, да, то есть там вот Навальный может принести свою жизнь в жертву как героический персонаж эпического нарратива. Здесь этого нет. Эти люди погибли не потому, что они отдали свою жизнь во имя чего-то. Четвертое клише про расчеловечивание как обязательный элемент. Нет, никакого расчеловечивания иранцев в Израиле нет вообще. Вы не найдете расчеловечивания иранцев в Израиле. Это связано с огромным количеством причин, одна из которых состоит в том, что значительная часть людей, в том числе хозяйка моей квартиры, они либо родились в Иране, потому что огромная иранская еврейская диаспора теперь живет в Израиле, потому что была изгнана. Те, кто там остался, их осталось очень мало. Это такая витринная история, теперь их всех арестовали. Не всех, но многих. Если вы посмотрите сериал «Тегеран», вы увидите, сколько израильских актеров говорят на фарси. Поэтому здесь расчеловечивания иранцев нет. Есть принципиально иная ситуация с Хамасом и Газой, где действительно используются расчеловеческие метафоры. Применительно к Ирану за все 12 дней войны расчеловечивания не было. После 7 октября расчеловечивающие метафоры были. Ну, кроме того, если вы посмотрите на тропы, на метафоры, которые риторические механизмы используются для расчеловечивания, они действительно очень похожи будут во многих местах. Но сказать, что это доминирующая риторика войны, нельзя. Слишком просто объяснить войну тем, что просто расчеловечивали, дегуманизировали и, по сути, тем самым оправдали. Поскольку у вас большой опыт публичных дискуссий, вы совершенно мило жонглируете моими словами, но я имела в виду совершенно другое. Я говорила о том, что война ведет к расчеловечиванию, Почему? А не то, что расчеловечивание является причиной войны. Это как-то немножко тележка. На чем основано это утверждение? Пока вы пробирались сюда, я была здесь. И я слушала все разговоры в самых разных бомбоубежищах, которые здесь называют миклатами. Есть миклаты и мамады. Ну, так. Миклат – это бомбоубежище, мамад – это бронированная комната в приличных домах. А, кстати, здесь была? Нет. И разговоры о том, сколько еще убито иранцев, сколько погибло там, сколько погибло сям, и распространение этих видео, это вряд ли делает человека лучше.
Ну, можешь посмотреть, какие видео распространялись. Да, удар по телецентру стал источником огромного количества мемов. В русскоязычных телеграм-каналах в основном про Скобееву причем. Но это отдельно, это надо смотреть. Хорошо ли это? Вы хотите увидеть Скобееву в дыму? Почему вы требуете от меня моральных оценок? Ну, потому что вы человек. По моему мнению, вы спутали меня с Екатериной Марголис только что. Нет, пожалуйста. Это бесконечное морализаторство дурного пошиба. Оно построено очень сильно на том, что в каждом вашем вопросе вы можете сколько угодно обвинять меня в том, что я жонглирую вашими словами, но уже заложено какое-то дурное морализаторское клише, наполовину состоящее из обывательского здравого смысла, наполовину из ваших представлений о прекрасном. То есть мне кажется, что чтобы на вопрос можно было осмысленно отвечать, он должен быть задан на осмысленном языке. Но не на языке российского Фейсбука, как минимум. В российском Фейсбуке как раз вы рассказываете о своих точках зрения, причем это очень интересная эволюция. Сперва вы рассказываете о том, что вы как ученый всегда должны быть отстранены над схваткой, не принимать ничью сторону, ни на чьей стороне не выступать и никого не защищать. И, в общем, довольно резко отвечаете всем комментаторам, которые требуют от вас взять чью-то то же сторону. самое, что я делаю сейчас, отвечаю вам. Сейчас вы берете совершенно точно сторону здесь, в Израиле, Да, безусловно. находясь. Уже нет никакого отстранения, и Конечно, вы уже есть. не ученый, а человек. Конечно, есть. Первое пространство, о котором мы с вами говорили, это вот. Это пространство экзистенциального противостояния, где Линия фронта должна пройти через вашу квартиру. Ваша цитата. буквально она через Да. нее и прошла. Да, но она прошла и раньше, когда в 6 утра за мной пришли в Москве. Так бывает. Линия фронта, она не фиксирована в пространстве. Вот это моя цитата месячной давности, 2- или 3-месячной давности, которая оказалась пророческой. Но это пространство физическое, это пространство экзистенциального противостояния. Это пространство, где падают ракеты. Вы задаете свои вопросы не из этого пространства. Ваша позиция как вопрошающего – это не позиция человека, хотя вы себя таким образом пытаетесь сейчас идентифицировать как вопрошающего. Человек – это тот, кто находится в этом пространстве войны и вот так, к сожалению, теряет близких. Вы задаете его с 2-го этажа, из пространства журналистики, социальных сетей, пространства медиа, пространства мнений, пространства морализаторства. Вот это 2-е пространство такой ангажированной, политизированной, но чаще просто абсурдной риторики, которая, да, транслируется в огромном количестве, в которое в какой-то момент может подменить людям то физическое пространство, в котором они живут. А есть 3-е пространство, где находится ученый. Ну, раньше находился журналист, уже нет. Врач, то есть человек, который занимает эту метапозицию, может приподняться. Поэтому мое пространство 1-е и 3-е. Я, отвечая на ваши вопросы, всячески пытаюсь вас вывести со 2-го этажа. Не на 1-й, слава богу, но на 3-й. В котором слова все-таки должны иметь смысл и не прикрывать моральные суждения или инвективы, где у слов есть определение. Вот об этом речь. Всякий ли человек, который имеет право задавать вам вопросы, должен находиться на одном этаже с вами? Нет, конечно. У меня вдвойне сложная ситуация, потому что я на 1-м и на 3-м, и я, получается, бегаю вокруг вас по этой лестнице. Но вы оставляете за собой право находиться сейчас на 3-м и иметь возможность объективно смотреть и отстраненно на реальность, которая вас окружает. Да, потому что для вас человек – это существо, способное к производству моральных высказываний, для меня человек – существо, способное приподняться на своей ситуации. Ну, для меня человек все-таки это скорее существо, способное к состраданию. Что тоже является моральным высказыванием. Нет, к сожалению, это очень быстро девальвирующаяся валюта. Знаете, самое близкое в русском языке однокоренное слово слову «Иран». От какого слова произошло слово «Иран»? Я сейчас как та блондинка, которая спрашивает, как правильно пишется Иран или Ирак. Нет, Иран – это Ариан, это земля ариев, арийцев. То есть, по сути, вот этот вот древний народ, с которым себя очень хотели идентифицировать нацисты, жил-то как раз на территории Ирана. Поэтому они не персы, они иранцы, то есть арии. Поэтому, учитывая, что половину дронов сбило Хашемитское королевство Иордания, эту войну можно смело назвать семитско-арийской. Настоящие арии – это как раз иранцы. У Толкиена есть забавный сюжет, когда уже он подписал с немецким издательством договор о публикации «Властелина колец», перевода. Ему из издательства из Германии прислали письмо: подтвердите ваше арийское происхождение.
Толкин писал, никто из моих предков никогда не жил на территории Ирана. Ну, это современной Персии в то время. Так что это шутка, конечно, про Семитско-Корейскую войну, но 12-дневной, да, мы ее тоже не называем. Как думаете, как она будет дальше в учебниках истории называться? Ну, пока все события в учебниках истории стоят через дату. 24 февраля, 7 октября. Но вы себе можете представить свой спокойный и конструктивный разговор с человеком, который будет выступать с противоположных позиций, с человеком, который будет говорить, что бомбить Иран вот так было нельзя? Смотря откуда человек будет говорить, потому что мы возвращаемся к идее, откуда, из какой позиции вы это говорите, как кто вы это говорите. Так мать как женщина? У меня такая профессия. Я знаю, поэтому я вообще никаких претензий. Я понимаю, что это ваша профессия. Хорошо, но с ученых из Гарварда, но это из не моя Еля. профессия. Вы будете говорить? Ключевая проблема состоит в том, что значительная часть моих коллег из Гарварда и Еля тоже давно покинули третий этаж. Примерно тогда же, когда российские политологи покинули третий этаж, перестали считать, что наука нужна для познания мира, и стали считать, что наука нужна для свержения Ну вы же политического тоже режима. покинули третий этаж. Нет, я Вы сразу на первом, правда? провалился в подвал туда сразу. Ну еще пока нет. Нет, я продолжаю сидеть в третьем этаже. Я, конечно, спускаюсь на первый этаж, потому что это... Тогда почему вы не говорите с одной стороны, с другой стороны? Потому что фраза с одной стороны, с другой стороны, это фраза человека, который сидит на втором этаже между двух лагерей. Потому что все же думают, что быть объективным, это значит занять позицию между двух враждующих лагерей. Но нет, это требует выхода на другой этаж. Мета-позиция, не между позиция. Поэтому суверенитет науки, суверенитет, не автономия политическая, да, не посередине, не компромисс, не сидеть на заборе между двумя враждующими сторонами, а над. Если вы находитесь на территории одной из двух враждующих сторон, вы не можете уже занять суверенитет. Так не бывает. Бывает, конечно. Не бывает. А врач, когда ему привозят раненого террориста лечить, он его должен убить, потому что он занял позицию на определенной стороне. Врач работает руками, он не высказывается в этот Еще момент. как высказывается. Более того, есть прекрасное интервью с израильскими врачами, которые говорят, я обязан, как врач, их лечить, террористов Нухбы, и я их лечу. Для того, чтобы их потом судили. Да, но, говорит он, у меня тут стоят родственники тех, кого они пытали и убивали в коридоре, и я не могу поручиться за их безопасность и свое психологическое состояние. Пожалуйста. А в Израиле нет тюремной медицины. В Израиле всех лечат в одних и тех же больницах. И врач говорит об этом вот буквально так, то есть как человек в третьем этаже, я не имею права на какое-то высказывание. Так же, как когда вот мой любимый сюжет в Рейгана стреляли, и ультрадемократ, ненавидящий Рейгана, когда ему привезли его на операционный стол, Рейган маску снял, такой, надеюсь, вы все республиканцы. Господин президент, сегодня мы все республиканцы. Потому что это третий этаж. И любая профессия, у которой есть профессиональная этика, настоящая профессия, она требует третьего этажа, потому что это и называется суверенитет профессиональной этики. Если мои коллеги пропалестинские, проиранские, какие угодно, продолжают оставаться социологами, продолжают оставаться философами, продолжают оставаться юристами, мне совершенно не важно, кем они являются на первом этаже. Мне не важно даже, кем они являются на втором. До тех пор, пока не сохраняют эту позицию и не пытаются выдавать за научные высказывания вот в духе ваших вопросов сегодняшних. Потому что это моральные высказывания, заданные из пространства мнений. А наука – это не пространство мнений. Но видите, вы высказывания, которые противоречат вашим, вы им сразу не даете права на существование, а Нет, свои при этом вы возносите на третий этаж и говорите о том, что вы, конечно, объективны, все остальные идиоты. Нет, потому что если есть концепция справедливой войны, то мы должны работать с концепцией справедливой войны. То есть мы не должны выходить такие, все войны несправедливы. Ну, можно, конечно, и так. Но все войны несправедливы. Это ваше убеждение. У меня может быть другое убеждение. Пока мы с вами люди с двумя разными убеждениями, можем до потери пульса их друг другу доказывать в пространстве второго этажа, соцсетей или ваших интервью с пеной у рта и бить себя в грудь, хотя искренне жалко на это время. Но в третьем этаже есть концепция справедливой войны, есть книги. Нужно брать книжку Майкла Волтса, нужно брать книжки классических авторов и смотреть, какой из пунктов работает, какой из пунктов не работает. Как различается право на войну, на ответные военные действия, и право на войне. То есть какие принципы должны соблюдаться даже в случае, если война справедлива. Это невозможно сделать из пространства, где вы свои убеждения с вопросительной интонацией мне задаете и просите реакции на них. Это можно сделать вот там, где мы книги открываем, и такие типа, пошли по пунктам. Мы действуем внутри текстов. Мы их читаем и пишем. Так И ими манипулируем. Читаем и пишем для начала. И манипулируем. Читаем и пишем.
Для начала читаем и пишем, а манипулируем это уже вот к вам. Я вернусь чуть-чуть вот к точкам принятия решений, потому что для меня вот эти вот, сейчас уже почти 11 лет получается, они довольно интересные, едва ли не самые интересные в новейшей истории России. Может быть, после 90-х. С помощью тех методов, которыми вы владеете, и с помощью именно социологических инструментов, вы можете объяснить, почему люди, которые в личных интервью сейчас говорят о том, что там 17, 18, 19 годы в России были едва ли не самым счастливым и успешным временем в их жизни, так резко отреагировали на 22 год и уехали из России во многом. Почему 14-го можно было не заметить, а 22-го уже нет? Ведь успех 17, 18 и 19 теснейшим образом связан с 2014 годом. Но есть ли какие-то социологические инструменты, с помощью которых можно это объяснить? Есть. Это как раз то, чем занимается культура социология. Культура социологии пытается понять вот те общие для всех людей вещи. Базовые. Как и любая социология, впрочем. Просто у этого направления, у Ельской школы, она предполагает, что у нас есть два развлечения в очках, через которые мы смотрим на мир. Первое – это различие между сакральным и профанным. Вы можете прожить всю свою жизнь и не задаваться вопросом, а что для вас по-настоящему важно. Вы можете задаваться вопросом, давать какие-то ответы, которые будут меняться каждый понедельник, например. Это профанное. Профанное – это повседневное. Мы это не обсуждаем, потому что это само собой разумеющее. А есть сакральное. Это вещи, о которых вы узнаете, что они были для вас по-настоящему важны и имели для вас принципиальное значение, только когда сакральное осквернено. Только когда происходит что-то такое, что вы физически не можете дышать. Вы идете по земле, чувствуя, что она заражена. У вас появляется физиологическое ощущение оскорбления, осквернения самих основ вашего существования. Это первое различие. Теперь сакральное, в свою очередь, делится на сакральное чистое, сакральное скверное. На то, что вы полагаете абсолютным добром, то, что заставляет вас испытывать чувство гордости, чувство принадлежности, чувство общности. Вот это то, что называется трансценденцией, переживанием, как будто выход за пределы собственного тела. Да, я этой силой частицы, общей даже слезы из глаз. Я здесь, на том стою и не могу иначе. И сакральное нечистое, что вот это абсолютное зло. Вот это не имеет права на существование. Целые поколения людей могут прожить в регионе профанного и не задаваться вопросом о добре и зле. Потому что в норме вам не надо задаваться вопросом о добре и зле для того, чтобы жить нормальной социальной жизнью. Потому что повседневная жизнь не заставляет вас переходить в позицию морального субъекта, каждый день задаваться вопросом, а не поддерживаю ли какой-нибудь авторитарный режим, когда покупаю эти огурцы, а не эти огурцы. А потом в какой-то момент вы вдруг обнаруживаете, что нет, вот это абсолютное зло, а это абсолютное добро. И по-другому быть не может. И если для кого-то из вашего круга общения то, что для вас добро, зло, а то, что для вас зло, добро, это больше не предмет обсуждения. Вы не будете с этим человеком разговаривать. Вы физически не сможете находиться в его присутствии. Представьте себе ситуацию человека, который прожил большую часть жизни как в профанном, обсуждаемом, повседневном мире, и вдруг пространство профанного съеживается, и все вокруг него оказывается либо добром, либо злом. И он должен обязательно присвоить квалификацию чему-то. Там Олимпиада в Париже – это воплощение духа европейской свободы, европейских ценностей. А почему человек должен? Потому что мы в этот момент вступаем в период так называемой поляризации. Поляризации, прежде всего, картин мира. И в норме это не обязательно происходит. Вот, например, крымская ситуация, она запустила процесс поляризации. Но еще им не была. Но еще им не была. Оккупация Крыма заставила кучу людей сказать так, ну все, мы знаем, куда это дальше пойдет. Для нас это сакральное нечистое, это больше не моя страна, мы уезжаем. И дальше говорили оставшимся, ну тогда еще в полголоса, что вы понимаете, куда все это катится? И люди такие, ну... И что нам как бы предлагаете делать? Но после февраля 2022 года ситуация радикально меняется. Потому что вот это оказывается подрывающим, оскверняющим, разрушающим сам фундамент. Тем, кто пишет тексты, гораздо лучше обычно удается это схватить, я имею в виду художественные тексты. Да? А это что за фигня такая была? Да, не бросать мусор мимо урн, при детях не ругнуться без купюр, это да, длится февраль. Это каста. Это, по сути, задним числом обесмысливает вашу жизнь. Это событие, которое заставляет вам ответить себе, а что я тогда все это время делал? Что получается, что все, что я делал, бессмысленно?
что все это было кому, куда. Весь этот хипстерский урбанизм с велодорожками, чистыми городами, приятными взгляду, где есть куда пойти. И вот это ретроспективное обесмысливание, это как раз и есть сильный симптом осквернения. Отличное исследование, чтобы было понятно, что это не только такая специфика российских, особенно чувствительных, читавших книжек людей. Но вот исследование Джеффри Александера про Уотергейт. Это как раз Джеффри Александер, создатель этой культуры социологии, который как раз показывает, что вообще-то наше распространенное представление о том, что героические журналисты слили эту информацию, американцы поняли, насколько это оскорбительно, и снесли Никсона, устроив импичмент, оно не соответствует действительности, потому что республиканцы уже когда все знали про Уотергейт, когда это уже было общим достоянием этой информации. Республиканцы выиграли выборы после этого. А то, что люди после публикации информации про Уотергейт воспринимали как просто политика, политика грязное дело, ничего такого, все делают такой гнусь. Спустя полгода будут жаждать крови, требовать импичмента президента. Радикально переосмыслят это, поменяют свои представления о том, что произошло. Это результат как раз той самой символической работы, которая велась после этого. То есть, по сути, прошел год от момента публикации, и только тогда это вызвало ощущение осквернения, ощущение невероятного нарушения каких-то базовых общественных договоров. Довольно долгая работа. И Александр как раз показывает, что должно произойти, чтобы у людей, больших групп людей, возникло это ощущение такое аборигенское немножко. Да, то, что у Дюргейма, который использует данные как раз антропологов, изучавших австралийские племена, называет effervescence, да, коллективное бурление, такой выплеск коллективных эмоций, либо ярости, негодования, либо, наоборот, восхищения и так далее. И это всегда будет травмой? Потому что книга-то у Александра называется «Коллективная травма». А это вторая книга, которая «Коллективная травма и коллективная идентичность», как раз про смысл социальной жизни. Коллективные травмы, они потом придут, потому что это как раз хорошо рифмуется с их представлением, их это культур социологов. Выпускник Шанинки, мой близкий друг, однокурсник и соавтор Дима Куракин, сейчас директор Центра культуры социологии, как раз мои ему поздравления в Еле. И он как раз написал очень хорошее предисловие к этой книжке, к ее переводу на русский язык. Но травма – это все-таки немножко такое. Коллективная травма и коллективная идентичность – это один проект. Смысл социальной жизни – это большой проект. Потому что смысл социальной жизни – это как раз такая квинтэссенция вот этой вот культуры социологии, исследования мировоззрения, исследования нарративов, осквернения коллективных эмоций, жанров историй по Холокосте, Уотергейте. Там очень хорошая, сложная работа, на самом деле, проделана. И это целая научная школа, это не один человек. Коллективная травма, да, она как раз уже была заточена под конкретные травматичные события. Например, Уотергейт не был коллективной травмой. А Вьетнам для американцев был коллективной травмой? Вот если мы сейчас посмотрим на последнее исследование Pew Research Center, это такой большой опросный центр, который пытается в том числе задать вопросы о том, как устроена коллективная память, то выяснится, что нет. Что вот, например, для современников тогда Вьетнам был очень важным событием. А сейчас, когда мы смотрим на результаты этих опросов, выясняется, что есть 3 события, зафиксированные в коллективной памяти очень разных возрастных когорт. То есть 3 события, которые, по сути, превосходят память поколения. Это высадка на Луне, это убийство Кеннеди и это Перл-Харбор. Перл-Харбор. Да. Не 9 мая, как День национальной гордости, а Перл-Харбор, как День национального траура. Вот это было травматическим событием. 2014-2022 год будут коллективные травмы для России? Мне кажется, сама идея коллективной травмы нуждается, конечно, в сильном переосмыслении при всей любви к культур-социологам. Так бывает со словами. Они сначала термины, которые что-то описывают в языке науки, потом они переходят, становятся общеупотребительными, больше не надо пояснять. Становятся модными. А потом они становятся модными, а потом за них можно уже в морду получить. С коллективной травмой есть все шансы, что она уже находится за гранью, потому что это сильная метафора. Так же, как психическая травма, как метафора сначала вообще-то была построена на том, что есть душа и есть тело. И если тело можно сломать, то и душу можно сломать. И за счет вот такого переноса первого порядка появилась идея психической травмы. А социологи такие: смотрите-ка, но есть индивидуальная психика, есть же коллективное общество, правильно? Значит, мы можем говорить о психической травме отдельного индивида, а можем о коллективной травме в целом. Понимаете, вот есть индивид, у него есть душа и тело, а есть общество, у него тоже есть тело, состоящее из индивидов, и коллективное сознание. Абсолютно антинаучный бред, но который очень легко транслировать, все же поймут. То есть, а каждый же хочет, чтобы вы поняли в конечном итоге.
даже если это иногда будет стоить предательства языка своей науки. Поэтому, например, когда вы задаете вопросом социолога, вы сейчас Знаете, я искусственный интеллект спросила, как ты себе представляешь, что такое социология. Он ответил, что это что-то среднее между методом, искусством и актом веры. Ну, у меня мой чат GPT, он такой не без чувства юмора. У вас чат GPT обладает как минимум художественным вкусом. Да. Соответственно, с коллективной травмой что надо будет делать, потому что невозможно все называть травмой бесконечно. Потому что за этим вообще-то стояла серьезная экзистенциальная задача, которая была перед социологией 100 лет назад. Потому что один из вопросов, которые социологи тогда для себя ставили, это объяснить, как связаны жизненные выборы, которые делает каждый конкретный человек, и круг социальных связей доверительных, которые у него есть. То есть объяснить связь между последовательностью наиболее значимых событий в вашей жизни, когда вы принимаете решение как субъект, уехать или остаться, да, поступить сюда или сюда, и социальными связями, которые у вас есть с друзьями, приятелями, родителями. Как это решение либо их разрывает, либо их создает, и в какой степени само это решение продиктовано структурой ваших социальных контактов. То есть, по сути, обнаружить связь между социальным и экзистенциальным, между вопросами человеческого существования и жизненного выбора. Я просто приведу пример, почему мне не нравится идея коллективной травмы. Есть проблема приятельских батальонов Шеффилда. Это когда в Первую мировую войну британское правительство для того, чтобы сократить время, которое требуется на установление каких-то более-менее доверительных контактов внутри подразделения, мобилизуя людей, мобилизовало добровольцев по принципу Pal Battalions. Да, то есть вот пекари из Шеффилда, студенты второго курса философского факультета. Да, в этом смысле Черчилль в потрясающем батальоне принимал участие. Это, Пэр на пэре. это отличная история, потому что это дети семей, потому что они росли вместе. Потому что идея, которая за этим стояла, она очень простая. Они уже друзья, они уже коллеги, у них уже есть доверительные контакты. Мы пропускаем тот этап, когда их нужно как-то групповую динамику сплотить, там все эти игры на сплочение, и сразу на фронт. Но в чем проблема? В том, что когда в битве на Сомме погибают приятельские батальоны из Шеффилда, все семьи Шеффилда получают похоронки в один день. И вот эта ситуация, когда останавливается транспорт, когда прекращается жизнь в городе. Потому что там все дети погибли в один день. И это крик, который стоит в городе. И для города, вот сейчас, если мы бы описывали на языке современном, сказали, это была коллективная травма. Нет времени объяснять, просто травма. Но для социологов, которые все еще сохраняли верность вот этой идее, объяснить, как социальное связано с экзистенциальным, это был бы вопрос о том, как люди, принимая решения, выбирая профессию, выбрав профессию, став частью какого-то дружеского, приятельского круга, вместе с этим кругом принимают решение пойти добровольцами на фронт, вместе с этим кругом погибают. Последовательность их жизненных решений, в том числе записаться добровольцем, приводит их к смерти. Но для их детей, для их родных, они не принимали этого решения. Они стали, по сути, теми, кто вынужден как-то к этому отнестись. Они теперь должны смерть своих близких встроить в свои собственные биографии. А потом, внуки и так далее. То есть это уже не про то, что коллективная травма, просто про идентичность Шеффилда история. Это история про конкретных индивидов, конкретных людей, которые в конкретных обстоятельствах решили поступить так, а не так. За счет этого приобрели круг близких доверительных связей. Из-за этих близких доверительных связей приняли следующее решение – поступить так, а не так. То есть для нас это становится вопросом такой судьбографии. Поэтому, например, одно из центральных понятий в той самой ранней немецкой социологии – понятие судьбы. Судьба и социальное – это как раз про Шеффилд. А когда мы говорим коллективная травма, мы просто такие, все. Для меня это очень важно, потому что после 7 октября очень сложно использовать это выражение «коллективная травма». Оно как будто бы затуманивает взор, оно как будто бы дает вам готовый ответ на незаданный вопрос. Но там, где коллективная травма, там еще и коллективная ответственность. Они буквально за руку друг с дружкой идут. А коллективная ответственность – это едва ли не самый часто обсуждаемый вопрос в последние 3-10 лет. Это очень важно, то, что вы сейчас сказали. Вы правы именно потому, что понятие коллективной ответственности напрямую связано с идеей коллективной травмы. Это связано как раз с идеей сообщества как приоритета. Но, к сожалению, за этим прозвучало ровно то, что звучит постоянно. Все ли виноваты? То есть у вас от ответственности переход к коллективной вине произошел. И почему для меня кажется важным очень вернуться к этой индивидуалистической логике, где есть жизненные выборы людей,
отойдя от этой такой коллективистской модели, где есть коллективная травма, коллективная ответственность и в конечном итоге коллективная виновность. Потому что идея вины и идея ответственности, она в языке социологии, они противоположны. На чем строится идея виновности? Она в индивидуалистическом выборе жизненном. Есть индивид, он рационален, то есть предвидит последствия своих действий. Он совершает действия, делая выбор, потому что наделен свободой воли. И в конечном итоге он несет ответственность за тот выбор, который он совершил. Идея виновности, которая зашита в праве, а социология, опять же, очень близка изначально, благодаря Максу Веберу, именно теории права. Быть виновным значит быть вменяемым, то есть тебе можно вменить причинность твоих действий. И это означает, что ты, картина мира, в которой живет теория вины, это картина, состоящая из индивидов, принимающих решения, несущих за них ответственность. Картина, в которой есть понятие ответственности, это картина тех самых социальных связей. Вы принадлежите сообществу, вы чувствуете свою связь с этими людьми. У вас общая, разделяемая с этими людьми идентичность. А потом правительство этого сообщества, какая-то руководящая группа, принимает решение, из-за которого вы чувствуете непереносимый стыд. Вы можете сказать, права она или не права, но это моя страна, и тем самым расписаться в верности коллективу. И сказать, да, это часть моей идентичности, эти связи с этими конкретными людьми для меня предельно важны, я их не разрываю, и если так, то я все равно с ним. И вот это как раз идея коллективной ответственности. В чем проблема? Вина по определению индивидуальна. Потому что вина – характеристика действия человека. Ответственность по определению коллективна. Да. Потому что ответственность – это не виновность. Ответственность – это степень вашей принадлежности к сообществу. Ответственность в данном случае означает, что вы вместе с ним, с этим сообществом, окажетесь под обстрелами. Ответственность означает, что вы вместе с ним в какой-то момент можете оказаться в процессе денацификации. Ответственность как понятие, она связана как раз с тем языком описания мира, да, с той оптикой, в которой есть коллективная травма, есть социальные связи, как то, что заставляет вас что-то делать, есть идентичности и общие слезы из глаз, и общие картины мира. Не может быть никакой коллективной вины, да, потому что вина – это по определению действия отдельного рационального индивида. И поэтому, например, на Нюрнбергском процессе была большая проблема, но нельзя судить немцев по принципу коллективной ответственности, потому что, тогда это, по сути, продолжит дело Гитлера, да, вменить всем ответственность, назвать их ответственность их виновностью. Потому что ответственность они так понесли в процессе оккупации, это называется коллективная ответственность. А как тогда судить, что получается, что нет преступлений режима, есть только преступления отдельных индивидов? Ведь если вина – это про индивидуальные действия, тогда как судить нацистов? Решение было найдено именно за счет идеи корпоративной ответственности. Одно из самых важных, наверное, моих ощущений последнего времени – это чувство беспомощности каждого конкретного человека по отношению к процессам, которые происходят в мире. То есть ты должен непременно ассоциировать себя с тем или иным большинством и, исходя из этого, принимать или не принимать происходящее с тобой. Ты должен разделять эти убеждения, а не эти. А если ты разделяешь эти, значит, ты должен не разделять эти. Ты должен, вы мне все время говорите, мы, да, там какая-то есть общность, либералы, я нет, эмигранты, люди, придерживающиеся антипутинских, пропутинских, занимающие ту или иную позицию по отношению к войне в Украине, по отношению к войне в Израиле. И ты все время должен себя ассоциировать с каким-то большинством и если у тебя нет сильной воли к сопротивлению, принимать те решения, которые, может быть, тебе даже и не нравятся. И есть ощущение, мое личное, что эти законы большинства больше не работают. Я, наверное, понимаю, о чем вы говорите, но у меня это ощущение, оно было не как у большинства моих друзей после 24 февраля. Это очень гнетущее чувство, которое у меня было в конце 2010-х годов, когда случилась чудовищная политизация социальной науки. Когда быть ученым стало означать высказывать правильные антипутинские убеждения, вместо того, чтобы делать исследования. И если вы делали исследования для того, чтобы понять, как устроен этот мир, а не для того, чтобы свергнуть Путина, то ваши ближайшие друзья, коллеги, а иногда, как в моем случае, ученики, могут предать вас анафеме и сказать, что ты на самом деле аполитичная мразь. И все твои псевдонаучные утверждения – это просто прикрытие твоей подлинной политической повестки. Вот в этот момент у меня вдруг стало абсолютно не с кем разговаривать, потому что в 2018-2019 году внутри уже этого академического пузыря уже не было пространства для разговора о науке. Вот это был такой политический фундаментализм, когда вы были обязаны принять политическое высказывание,
иногда замаскировав его под вопрос, но тем не менее это требовалось. И поэтому вот это посылание журналистов нахрен, которое я сделал своим хобби на протяжении 5 лет последних жизней в Москве, оно было связано именно с этим. Потому что люди говорили из нарратива, они не включали мозг, они просто озвучивали свои политические убеждения, задавали в конце вопросительную интонацию немножко и ждали вашей реакции. Но когда мы сейчас находимся в этой ситуации, да, когда это больше не про выкрикивание лозунга для того, чтобы примкнуть к людям с правильными лицами и почувствовать себя хорошим человеком, то есть когда это уже по-настоящему линия фронта. Работает уже не теория нарративов про мировоззренческие высказывания и так далее. Работает очень старая социологическая идея судьбы. Судьба в социологии, а не в психологии, где тоже есть это различие. Это не destiny, как что-то предопределенное, предуготованное вам. Это fate, то есть совокупность значимых жизненных выборов. И вот те жизненные выборы, которые вы делаете, уехать или остаться, вступить в партию, не вступить в партию, выйти на баррикады, не выйти на баррикады. Это, по сути, такая цепочка, где каждый из выборов сокращает возможность выбора в будущем двумя способами. Во-первых, ограничивает множество возможных решений, а во-вторых, задает модель, по которой вы будете делать все следующие свои жизненные выборы. Вот этот горизонт, он называется биографическим горизонтом, у него, получается, как бы нет своего материала. Вы делаете эти выборы из двух других горизонтов. Либо из истории, и тогда вы присваиваете историческое событие и делаете его частью своей биографической цепочки значимых жизненных выборов. Либо из повседневности, когда вы оказываетесь в каком-то месте, и абсолютно рутинной практике, которая ни с какими жизненными выборами не связана, вдруг принимаете решение, что вот это событие должно быть определяющим. По сути, вы создаете свою биографию из истории и повседневности. Потому что время судьбы – это время между историей и повседневностью. Так называемый третий биографический горизонт. И поэтому это больше не про то, как примкнуть к большинству или не остаться в одиночестве. Это не про нарратив, который обязательно надо начать транслировать как манифест коммунистической партии, иначе тебя свои же либералы начнут называть аполитичной тварью, скорее всего, путинским агентом. А это вы на этом с Юдиным разошлись? Гриша мой бывший студент. Это не на Да. это. Нет. Но у вас нет отношений сейчас? Нет. А почему? Это долгая история личных отношений. То есть это не связано с политическими выборами и претензиями? Ну, Гриша, наверное, хочет это так представить, да. Ну, нет. Я не этого имени спрашиваю. Нет. Гриша был моим студентом, потом был моим заместителем на факультете, потом был мною уволен. Это никак не связано с политическими взглядами. Хотя политические взгляды у нас, да, расходятся. Возвращаясь, это про то, в какой момент вы переводите вопрос своих высказываний из области нарративов, где нужно обязательно транслировать гуманистическую повестку или какую-то еще. Война плохо, кто несет ответственность, Трамп. И переводите в экзистенциальную плоскость жизненных выборов, где это теперь уже определяет всю последующую траекторию вашей жизни. А это требует определенной ответственности, потому что принимать решения просто, чтобы быть частью понравившегося вам большинства, конечно, можно, но за это тоже придется нести ответственность. Вы принимаете ответственность за несогласие, вы принимаете ответственность за неготовность произносить какие-то слова, даже если вы их произнесете, это вам очень сильно поможет. Готовность жертвовать социальными связями. В том числе. Но смотрите, когда я говорю про большинство, я вот что имею в виду. Ты можешь выбрать свою судьбу сам сколько угодно раз. Предположим, я женщина из Москвы, переехавшая жить в Хайфу. Предположим, я женщина из Киева, решившая жить в Киеве. Предположим, я женщина из Белгорода, выбравшая остаться в Белгороде, потому что у меня там огород, кошки и много чего, что я люблю и растила своими руками. Предположим, я мужчина из Москвы, решивший построить в Геленджике свои виноградники и 25 лет их выращивавший. Это все мои личные выборы, и я их реализовывала. А дальше приходит власть большинства. Ведь мы же с вами не будем отрицать, что Путин – это президент большинства. Это неверифицируемое утверждение, но пусть. Трамп – президент большинства. Это верифицируемое утверждение. Правда. Более-менее все лидеры там, европейских стран, страны, где мы сейчас находимся, это люди, избранные большинством, так? Так. Значит, они представляют мнение, чаяние и решения большинства, так? Так. Даже если это большинство, не во всех решениях с ними согласны. И они действуют от имени большинства. Так. И вот это большинство решает, а теперь там, где ты строила свой огород, будут падать дроны. Так. А теперь там, где ты переехала и решила расписывать свои горшки керамические,
будут падать баллистические ракеты. А я так я на это не подписывалась. Я вот то меньшинство, которое голосовало против. И я, может быть, разделяю там идеи того, что террористические атаки – это ужасно, и это требует возмездия, но я не готова возмещать той же самой монетой. Опять смешали плоскость нарратива, таких красивых мифологий, которые можем транслировать сколько угодно, и жизненного выбора. Путина сразу выносим за скобки. Если мы говорим про президента большинства, имея в виду легитимность, то нет, это не легитимность. Мы говорим про президента большинства, репрезентативность. Нет никакой репрезентативности в данном конкретном случае. Кстати, отличная книжка Франка Анкер-Смита «Политика репрезентации». Очень вот это я не читала. Где он прослеживает связь между репрезентацией в искусстве и репрезентацией в политике. Вот уже больше никто не нервничает, когда видит парапланериста над пляжем. Знаете, что я до сих пор не могу смотреть никакие видео с дронов. Понимаю. Даже про животных. Понимаю. Но возвращаясь к вашему вопросу, никто не выбирает историю, в которой он живет. Не в смысле историю нарратива, потому что как раз нарратив, вот в этом смысле история как сторителлинг еще как выбирает. Но историческое время, оно не в вашей власти. И то, что, возвращаясь к теории судьбы, определяется как макрособытие, это событие, которое имеет свою собственную связь и свою собственную логику. Она по определению бесчеловечна. Никто не говорил, что жить на момент исторического перелома – это весело и прикольно. Нет. Хотя есть интересные исследования, опять же, у только что упомянутого Анкер-Смита, про так называемый возвышенный исторический опыт. Потому что чувство возвышенного – это же не чувство прекрасного, это чувство ужаса. В одной из программ с Ирой Воробьевой я привел в качестве примера, как если бы ракета сбила крышу над вашим домом, и вы вдруг обнаружили, что все это время жили в доме. Потом ракета сбила крышу, да, это тоже возвышенный исторический опыт по-своему. Но вы не выбираете этот опыт. Это не ваш выбор по определению. Но вы выбираете, что с ним сделать. Вы можете сделать эту частью своей биографии, можете как-то встроить кусок прилетевшей ракеты в свое жилище и сделать его частью своего дома. Можете сказать, это не моя война. Мы не принадлежим той общности, которая, как вы любите говорить, ответственна за войну. И это тоже будет жизненный выбор. То есть Виктор Франкл в концлагере умудрился делать жизненные выборы, так же, как и Поль Целан и многие другие. Ректор Шанинки Сергей Эдуардович Зуев написал в тюрьме книжку по философии университета. Про политические обстоятельства, а по философии университета в целом, что такое университет. Это всегда ваш выбор. И вы, когда пытаетесь заместить вопрос жизненного выбора и ответственности за него вопросом политических или исторических обстоятельств, вы просто бежите от ответственности. Вы в этот момент пытаетесь подменить свою собственную личную ответственность, свое собственное решение. И да, очень с ограниченной рациональностью, потому что никто из нас не может предсказывать по-настоящему последствия своих жизненных выборов, но тем не менее. В какой-то степени можем. Вопросами, куда катится мир и насколько проклятый подонок Трамп. Можно, наверное, и так, но это такой способ самодесубъективации. Снятия с себя ответственности за то, что вы делаете. Перекладывание ее на большинство, которое агрессивное, более или менее агрессивное, ну и так далее. К вопросу об ответственности. Какая ответственность больше внутри вас? Та, которая перед вашими учителями, а вы о них говорите с любовью, или та, которая перед вашими учениками, а среди них есть очень разные люди, разъехавшиеся по всему миру и оставшиеся в том числе в России? Что вы такие больные вопросы задаете? У меня работа такая. Я попробую ответить максимально честно. Не факт, что получится. Моя ответственность перед моими учителями и моя связь с ними строится на том, что моя способность сегодня говорить на каком-то языке, на языке науки, на языке социологии, она связана с их бескорыстными ответственными усилиями. Они очень много сделали для того, чтобы я сегодня мог сидеть здесь и рассуждать с вами о том, как трансформировалось понятие субъектности в европейской философии середины 20 века. Это люди, которые делали это так, как и должен делать этот преподаватель, потому что не рассчитывая на какую-то благодарность посмертную, а потому что видели в этом смысл. Так преподавал Теодор Шанин, так преподавал Геннадий Семенович Потыгин, так преподавал Александр Федорович Филиппов, так преподавал Вадим Ильич Радаев. Что бы дальше они ни делали и не говорили, для меня это уже не имеет значения. Для меня имеет значение то, что моя способность суждения сформирована их ценностно-рациональным действием. Не в ожидании благодарности, не в ожидании того, что им воздастся за это. А потому что? Потому что они преподаватели. Что бы дальше ни делали и не говорили мои ученики, бывшие ученики,
Бывшие ученики? Ну, есть и такие тоже, да. Что я должен делать так, как делали те, кто учил меня. Без ожидания того, что потом это что-то произойдет. И, значит, я сдохну, а имя мое, значит, останется. Нет, не поэтому. Просто потому, что ты должен делать так. Все. Что такое ценность? Ценность – это тавтология. Предельная тавтология. То есть, если я спрошу, зачем вы записываете этот эфир, вы скажете «затем». А зачем вот это вот? Ну, вот затем-то. А зачем вот это вот? В этот момент вы скажете «затем». Или нахрен. То есть свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода. Все. Full stop. Вот там, где вы говорите full stop, иди нахрен, это ценность. А зачем преподавать? Затем. На этом строится моя невероятная лояльность моим учителям. Покойным, живым, оказавшихся по разные стороны баррикад. Не имеет значения. Что касается лояльности моим ученикам, там все сложнее. Ответственность? Да. Да. Потому что я буду винить себя, например, в том, что часть людей, которых я воспринял как часть очень плотного сообщества, сегодня рассказывают про геноцид палестинцев и ультраправого нациста Вахштайна. Мне сложно продолжать воспринимать это так, как я, например, воспринимаю действия своих учителей, что они сделали это, благодаря этому я есть сегодня. И мне плевать, что они говорят и делают после этого. Да, то есть не имеет значения. К ученикам это асимметричное отношение, да? По идее, да. И поэтому выясняется, что наоборот, все, что они говорят сегодня, получается, это я несу какую-то ответственность за это. Получается, что вы их научили. В той или иной степени, да. А социологически как это объяснить с точки зрения науки? Какое тут социологическое? Тут бы психологически справиться. Можно попытаться это концептуализировать и перевести на язык исследовательский. Это для меня предмет болезненных переживаний, но вряд ли предмет исследований. А вы планируете здесь прям состариться с видом на море? Я не знаю. Я вообще не планирую состариться, так что... Вопрос, который очень любят урбанисты, когда они, например, в Москве, я помню, лет 10 назад, всегда студентов спрашивали: поднимите руки, кто хочет жить в этом городе. Все поднимают руки. Поднимите руки, кто хочет умереть в этом городе. Все такие: мы как-то не так города выбираем обычно, да? И не под кладбище. Поэтому не знаю. Обычно человек думает о том, какой он вид хотел бы иметь перед глазами. Перед смертью. Я как-то не мыслил такими категориями до сегодняшнего дня. Возможно, стоит задуматься. Когда вы приехали в Израиль, поменялись ли ваши представления об урбанистике, кстати? Ну, урбанистика – это такая забавная внебрачный ребенок социологии, и как дисциплина, изучающая города, она не меняется от каждого следующего города. Поэтому нет, не поменялись. Но сама городская жизнь, конечно, скажем так, все те теоретические схемы, которые я описывал в своей книжке, здесь наполнились очень новым эмпирическим содержанием. Когда ты описываешь, как в городе происходит солидаризация, социальная ткань, связи между людьми, как они распределяются в пространстве, очень важная тема в исследованиях, понять, как распределяется доверие, то есть где живут люди, которым вы доверяете, как часто вы ходите в гости и так далее. Это такая теория графов. По сути, вы простраиваете графы социальных связей в городской среде. В Израиле, конечно, такая плотность социальных связей, что ты физически ее видишь. Раньше мы это просто анализировали как математические модели, теперь я примерно себе лица людей представляю, когда вижу эти модели. Это невозможно в России, потому что в России более северная страна, или это связано с политическим режимом или какими-то внешними обстоятельствами? Нет, это просто другой коэффициент социального капитала, это называется у нас. Есть очень много южных регионов России, где плотность социальных связей очень высокая. Но Москва в этом смысле совершенно другой город, конечно. То есть в Москве мы видели, например, модели, которых мы не видели в других городах. Если вы возьмете два параметра, по одной оси вы отложите количество знакомых, друзей, приятелей, людей, которых вы знаете в лицо, знаете, где они работают и так далее. Сделайте такой интегральный индекс. Сколько у вас людей на районе вашем, которых вы знаете, да, скажем, по горизонтали, а по вертикали вы отложите чувство безопасности. То, насколько вы себя комфортно чувствуете. И дальше в московских районах мы видим любопытную повторяющуюся зависимость. То есть, если совсем никого не знаете, чувствуете себя очень небезопасно. Например, как увеличивается количество ваших друзей и знакомых, просто знакомых, которые поблизости обитают, у вас начинает расти чувство субъективной безопасности, но до какого-то порога. Потом оно начинает резко падать. То есть, если вы никого не знаете, вам некомфортно, потому что вы не знаете этих людей. А потом вам снова некомфортно, потому что теперь вы знаете этих людей.
И вот в Израиле, конечно, немыслимая зависимость. То есть мы не делали здесь таких больших 14,5 тысяч опросов, как мы делали по Москве ежегодно. Но я думаю, что если провести в Батьяме, там будет зависимость другая совсем. Интересно вам было бы сейчас проводить опросы в Москве? Нет. Почему? Нет. Ну, по счастью, все-таки я могу выбирать объекты своего исследования. Потому что, во-первых, опросы сейчас ничего не дают. Это большой спор в социологическом сообществе, можем ли мы еще хоть на какие-то данные полагаться количественные или уже не можем. То есть я скорее все-таки склоняюсь к тому полюсу, который говорит, что даже маркетинговым опросам уже верить довольно сомнительно. Потому что это двоемыслие стало привычной... Ну, как бы, да, это коллеги из Левада-центра любят называть это двоемыслием, но в целом это... Это Оруэлл называл еще. Да, не все социологи склонны использовать оруэлловские понятия для описания результатов своих исследований. Это не обязательно двоемыслие, да, но это как раз тот случай, когда формируется сильный защитный слой риторики, и за этот слой вы уже через опросы не пробьетесь. Нужны другие способы работы с данными, социальные сети, парсинг, все, что касается больших моделей. Ну и этнография, которую все еще тоже никто не отменял, разговоры на кухне и так далее тоже. Поэтому опросы нет, неинтересно. А данные, конечно, интересны. А вы получаете какие-то данные об этом? Ну, какие-то получаем. Но не те, на основании которых можно сделать хотя бы какой-то вывод о том, что происходит. Нет, потому что вот то, что вы бы назвали выводом, то есть куда все катится. То, что на самом... Куда все катится, это область политических Да, с другой стороны, прогнозов. зачем вам, такой вывод, вы и так знаете. Я не знаю, кстати. То есть тут ошибиться сложно. То есть нас интересует эта взаимосвязь между переменными. Это, условно говоря, вот то, что я сейчас описывал, как связан параметр x с параметром y. Как уплотнение социальной ткани или, наоборот, распад социальных связей, который был самый большой после пандемии, кстати, во время и после. Вот такие вещи нас интересуют. Для того, чтобы делать такие надежные утверждения о взаимозависимости между переменными, нужно иметь гораздо больше данных, чем можно получить, сидя в Израиле, изучая весьма удаленную во всех смыслах от тебя страну. Но довольно интересно, что произошло с тем самым поколением, за которое в неравной схватке схватились те самые выпускники и преподаватели Шанинки и спецслужбы. Насколько я знаю, дети, рожденные в 2000-е, это предмет самого большого интереса российских спецслужб. Мы делали исследование большое. В 2020 году как раз уже было понятно, что это будет, скорее всего, последнее такое исследование. Но тем не менее мы рискнули, зашли в школы. Мы опросили старшеклассников, опросили их родителей, опросили учителей. По стране, не Москва. Нет, в основном Москва, конечно. В основном Москва. Потому что в Москве мы сделали кластерную модель школ. То есть зависит от того, насколько она большая и аморфная школа, да, потому что произошло объединение. Мы знаем, что есть школы, которые больше Гарварда по количеству зданий, кампуса, и студентов, и преподавателей. Есть камерная элитная школа, это вот одна ось. А вторая ось – это, соответственно, результаты образования, где оказываются дети. То есть если, условно говоря, у вас все выпускники этой школы либо в тюрьме, либо в армии, а все выпускники этой школы либо уехали, либо в МГУ и в вышке, то вы можете плюс-минус школы как-то разделить еще и по этому параметру. Ну и, понятно, это не совсем независимые оси. Маленькие школы, они дают более серьезность. Да? И вот тогда мы действительно увидели изменение ценностных ориентаций. Это был 2020 год. Это было до полномасштабного вторжения. Очень резкое поливение картины мира детей, которые очень сильно отличались уже от картин мира родителей. Все, что до этого момента назывались радикальными поколенческими сломами, вот с 2012 года мы не видели таких сломов. К 2020 году действительно произошло изменение. И вот это как раз поколение людей, которые в 2020 году были в 10-11 классе, это те, которые с пандемией сразу вышли в войну. По ним сильнее всего ударило. Но мы сегодня не можем как-то так, как ученые, говорить о том, так что же случилось. Мы не можем сказать, ну, значит, смотрите, у нас 25% туда, 30% сюда. Это спекуляции все равно. Но Группа какие ценностные шкалы у них? Кого они слушают? Нет, там как раз очень важный был параметр. Как ни странно, он выстрелил. Мне казалось, что он выстрелит меньше. Параметр называется трансляция социального капитала. Сколько друзей ваших родителей и родителей ваших друзей? Каков круг общения, насколько он совпадает с кругом общения ваших родителей? Вот этот параметр, он был прям очень сильным предиктором. То, что позволяет в максимальной степени предсказывать, да, вот этой самой поколенческой смены. То есть, по сути, получилась довольно странная история. Родители, которые больше всего хотели, чтобы их дети сидели за одной партой с детьми их друзей, и ради этого и существовали такие капсулы на уровне школьного уже, а не университетского образования, они в большей степени инвестировали в то, чтобы дети максимально дистанцировались от убеждений своих родителей. Потому что там происходит сильная внутренняя солидаризация, они смотрят на мир принципиально иначе, чем смотрят их родители. Там, где такого рода капсулирование поколенческого не происходило, там такого
сильного смещения было меньше. А то, что ценностная ориентация, то, что вы называете ценностными ориентациями, это, скорее всего, вы имеете в виду за Путина или против Путина. Да нет, при чем здесь Путин? Я вообще не склонна выстраивать свой мир вокруг мира Путина. Но там картины мира, они в основном все-таки по понятию справедливости, понятию свободы. Был очень сильный запрос на патернализм. То есть ценность свободы была гораздо меньше, ценность справедливости гораздо выше. И очень сильный запрос на государство, как то, что должно восстановить порядок. Их основные претензии к российской власти были именно с тем связаны, что справедливость не обеспечивается. Так. Что слишком большое расслоение. Так. Что недостаточная забота об экологии. Так. То есть это был некоторый очень конкретный набор претензий, вытекающий из их представлений, да, их там, ценностных ориентаций. При этом их родители были в основном законченными либералами а-ля 90-е годы. Но дети ставили справедливость выше свободы. Намного. Безопасность выше правды. Нет, там безопасность сама по себе не является ценностью. То есть там есть некоторый набор. Ну, например, вы считаете, что бедные люди бедны, потому что они не хотят работать. Или потому что государство не обеспечивает достаточно социальные выплаты. Именно как так. Они считали? И потому что государство не обеспечивает. Было резкое сокращение того, что называется локусом контроля. То есть есть экстернальный локус контроля, когда все, что со мной происходит и происходит с другими людьми, это результат внешних обстоятельств. Есть интернальный параметр Джулиана Роттера. Я считаю, что я несу ответственность за все, что со мной происходит, и все, что со мной происходит, результат моих собственных действий в прошлом. Это психологический параметр, который мы, тем не менее, тоже часто вставляли в вопросники, включая Евробарометр. И там случилась сильная экстернализация. То есть в поколении раньше люди были уверены, особенно те, кто приехал в Москву, кстати, кто в ней не родился. Что все зависит от меня. А эти говорили, что государство. Да. Государство, обстоятельства, неудачный исторический момент рождения. Готовы ли они были положить свою жизнь на алтарь того самого государства, в которое они так верили? Как вы себе представляете этот вопрос? Давайте, Катя. Вы готовы положить свою жизнь на алтарь государства? Подождите, готовы ли вы жертвовать своим комфортом, своей жизнью ради государственных интересов? Вопросы Хорошо. В стиле Левада-центра. Нет, это да. Ах, вы не любите Левада-центр? Почему нет? Я очень люблю, я обожаю вопросы в духе. Как вы считаете, что лучше для России, чтобы Михаил Борисович Ходорковский с его умом и талантом оставался за решеткой или использовал их на благо страны? Очень люблю такие вопросы. Ну, послушайте, вы же были пионером? Я успел, да. Я был последним Помните, годом. что значит пионерский салют? Понять не имею. Вы были плохим пионером. А пионерский салют означает, что ставлю общественные интересы выше личных. И в вашем социологическом исследовании вполне могли бы сформулировать вопрос, чьи интересы важнее, ваши личные или общественные? Мы с вами подходим к важной проблеме, которая есть во всех ваших разговорах с социологами. Так. Есть язык здравого смысла. Язык такого обывательского взгляда на мир. Тот факт, что люди, которые его транслируют, люди с высшим образованием, люди, читавшие книжки, их взгляд на мир и их обывательская картина мира сильно отличается от обывательской картины мира, скажем, таксиста, который вам рассказывает про то, что пиндосов мочить надо. Это не означает, что она перестала быть обывательской. Да, просто вы смотрите на мир через те очки, которые вам транслировал ваш говорящий класс. А социология предполагает, что вы должны вообще деинсталлировать у себя в голове здравый смысл. То есть вообще забыть про слова общества. Да, если что, это не наше понятие, нет понятия общества в социологии. Мы должны отказаться от огромного количества, там, интеллигенция, государство в значении, готов ли я ему присягнуть и положить свою жизнь. И инсталлировать язык, понятия, через которые вы дальше будете смотреть на мир, которые взяты из книжек. И не в России придуманы, и не для ее изучения. Они придуманы для того, чтобы по-другому переупорядочить мир, сделав его доступным описанию, объяснению на языке, потому что мы видим мир через этот язык. Дисциплины, науки, а не на языке обывательского здравого смысла. Но поскольку социология – это не только язык, но и некоторая практика, например, задавание вопросов в вопросниках, то всегда есть искушение сформулировать вопросы на языке здравого смысла, желательно так, чтобы они отражали вашу картину мира, не научную, а обывательскую, и перегнать в вопросник вопросы, которые обычно вы задаете друзьям на кухне на пьянке. И тогда дальше можно проводить эти опросы, там 1200 опрошенных, что-нибудь такое. Говорят, ну вот, мы же говорили, абортивная модернизация, циничное российское общество. И тогда у вас социология как инструмент подпитывания ваших собственных представлений о мире, она уже, этот опрос не будет иметь отношения к науке. К науке имеют те отношения опроса, которые сформулированы на языке науки, которые вытекают из социальной теории, а не из представления о том, что так что, народ любит Путина или нет? Давайте спросим народа. Заметьте, это вы дважды уже говорите про Путина, а я еще ни разу. Даже странно. Ну,
чувствую я что-то в интонации. Вы чувствуете, что я про него думаю? Нет, просто когда вы говорите, готовы ли вы положить жизнь на алтарь государства. Вот я пытаюсь понять, на каком языке это сказано? На русском. Смотрите, недавно мы снимали в Их деревне. много. Угу. И женщина, которая давала нам интервью, она говорила о том, что умереть за Отечество, в этом есть смысл и предназначение жизни каждого русского человека. Это дословная цитата. Это значит, что эта женщина готова не только своей жизнью своих детей и внуков пожертвовать ради государственных интересов, как она их себе представляет. Безусловно. Верно? Ну, давайте так. Есть огромный зазор между словами и действиями, но слова имеют собственные ценности. Поэтому если у людей есть действительно, а не на уровне типа, что им такое сказать, чтобы они уже отстали от меня, такого рода системы верований, у нас они называются системами коллективных представлений, то мы должны понять, что это за группа, мы должны понять, какие признаки этой группы позволяют нам ее описывать как группу. Помимо того, что они разделяют некоторый набор убеждений. Количество социальных связей, где они проживают, возраст, доход. То есть найти, нащупать такие показатели, которые будут говорить, окей, люди, которые X, Y, Z, с большей вероятностью будут Z. Это как раз исследовательская задача. Но это не значит, что мы в этот момент должны противопоставить этой системе верований свою систему верований. А это очень хочется сделать. Когда на уровне говорить, что есть естественное человеческое понимание того, что поставить интересы государства выше интересов своих собственных детей, это уже какая-то аберрация. С одной стороны, мы должны изучать, каким образом устроены картины мира, которые позволяют людям его видеть, упорядочивать, делать для себя понятным и объяснимым. Потому что если мы не изучаем мировоззрение, мы не понимаем реакции больших коллективов, больших социальных агрегатов на какие-то тревожащие события. А с другой стороны, важно не забывать про так называемый парадокс Лапьера. Огромный разрыв между словами и действиями. Человек может клясться, бить себя в грудь и говорить, я с этой страной навсегда, я никогда отсюда не уеду, уехать через 3 дня. Человек может говорить о том, что я считаю, что интересы страны настолько важнее, чем мои личные, и параллельно отмазывать своих детей от армии всеми возможными средствами. Человек может давать показания против друзей, вечером организовывать митинг в их поддержку. То есть разрыв между действиями и словами никто не отменял. Это не значит, что за словами ничего не стоит. У моего учителя Геннадия Семеновича Батыгина в Шанинке была такая табличка «Nullius in verba», ничего на словах. Но нет, слова имеют собственный вес и собственную ценность, потому что через них мы понимаем, как устроена оптика, та самая картина мира, тот самый нарратив, через который человек смотрит. Но главное не делать поспешных выводов, что типа если он так думает, он так и действует. Нет. Социологию можно считать инструментом изучения общества? Нет. А зачем она нужна? Никому не нужна, кроме самих социологов. Социологи пытаются при этом сделать вид, что она очень нужна. Они придумывают разные очень манипулятивные, очень примитивные способы доказать. Типа, как вы, не зная российского общества, будете управлять им? Возьмите нас, мы будем давать советы и рекомендации вам писать. Или как вы можете продавать сникерсы, не проводя правильные опросы? Давайте мы вам поможем, проведем опросы. Это такой способ самопродажи, напоминающий старый советский анекдот про корову, которая ходит, предлагает всем молоко, когда все отказывают, говорят, ну хотя бы мясо. Социология, она охватывает и науку, и практику. Вот те, кто больше про практику, чем про науку, они очень хотят, чтобы их практика была кому-нибудь нужна. Они придумывают словосочетания вроде «социологическое просвещение». Они очень любят апеллировать к социологии в Советском Союзе 60-х годов, когда, собственно, и закрепилось это странное представление о том, что социология предназначена для того, чтобы власти принимали правильные решения. Либерально настроенные социологи не любят вспоминать этот момент, что вообще провластную социологию придумали они. Но провластная или антивластная – это не социология, это не наука, это другое. Это то, что называется социографией. То есть некоторые описательные повествование о том, как на самом деле устроен мир. От лица науки, но не на ее языке. А зачем нужна социология? Как любая наука, она не нужна никому, кроме самой себя. Нет такого, что наука – это что-то, что сделает жизнь обывателя легче. Ну, послушайте, вы собирались стать психиатром, а стали социологом. Клиническим психологом. Во-первых, это большая разница. Окей. Клинический психолог чуть ближе к социологу, чем к психиатру. Его восприятие людей еще циничнее, чем у социолога. Мой интерес был исключительно связан с наукой, с тем, как устроен этот мир. Познание ради познания. Тот факт, что мне в 9 классе подвернулась книжка «Экспериментальная психология» Пиаже и Фресса,
можно считать относительной случайностью. Но, тем не менее, собственно, с нее и начался мой интерес не просто к психологии, а к науке. И я ставил эксперименты на бедных кошках, которые у нас жили дома. Я делал из диванных подушек домики, значит, сажал туда кошку, засекал время, как быстро кошка поймет, что домик можно развалить и выскочить. Фиксировал, брал вторую кошку, фиксировал. И каждая из них строила кривую научения. И да, действительно, кривая Торндайка была очень красивая. Это никак не связано с тем, что я кому-то хотел помогать. А при этом вы считаете, что социология помогает людям? Нет. А клиническая психология? Нет. Ничего не помогает людям, кроме людей. Если вам нужно найти какой-нибудь универсальный ответ, почему случилось то, что случилось, и что произойдет завтра, идите либо к гадалке, либо к священнику, можно к раввину, я не знаю, но точно не к ученым. Не надо узурпировать позицию морального превосходства. А это вся немножко позиция морального превосходства. Я лучше знаю. Вы получаете очень дешевую иллюзию понимания, и люди, которые вам ее продают, таким образом получают укрепление своего морального авторитета. Морального, не научного. Научный авторитет никак не зависит от того, скольким людям удалось объяснить о том, что российское общество цинично, российская власть убийственна. Наука ради науки, да. Я так считал благодаря Теодору Шанину отчасти. Благодаря Батыгину, благодаря Филиппову. Пока меня не пришли арестовывать, я также считаю. И после этого никак не связано. Потому что если вам не интересно познание мира, как устроен этот мир, если вы не готовы посвятить значимую часть своей жизни чтению зубодробительных текстов и освоению навыков, иногда довольно сложных, то не надо идти в науку. И не надо спрашивать у ученых о том, как вам жить дальше и в чем ваша моральная ответственность. А если ученые начинают на это отвечать, то они немножко не ученые. Тут удивительная штука. Ни в одном обществе, наверное, кроме израильского, этого невозможно. Что рамка, на которой раньше было всегда написано «I love Тель-Авив». Да. Теперь, значит, «Bring them now» — это про заложников. И предлагается каждому человеку себя сюда засунуть и почувствовать себя на месте заложника. Нет, сюда засунуть и напомнить миру о существовании заложников. Потому что одна из больших проблем в том, что многие англоязычные СМИ, которые мы потом изучали, они используют выражение «военнопленные», применительно к детям, применительно к женщинам, к старикам. И тот факт, что заложники – это крайне неудобная для антиизраильского англоязычного нарратива фигура, заставляет возвращать к этой ситуации. Это люди, которых сожгли и убили в их кроватях в этот день. Это люди, которых угнали. Для Израиля никто никогда не забудет. Никто не забудет их имен. В мире это как раз очень такой объект интенсивного забвения, причем намеренного. Про то, что вы забываете, потому что это травматично, и вы не хотите об этом говорить. А что вы забываете, потому что это не вписывается в вашу картину мира, и вы делаете все, чтобы вынести это за скобки. То есть забвение как результат травмы, есть забвение как результат намеренных усилий тех, кто конструирует повествование о том, как устроен мир. Любимый Путиным и, в общем, путинской эпохой нарратив про Великую Отечественную, Вторую мировую войну, ее героев и так далее, это же нарратив, вытащенный из забвения, потому что сами участники не так, чтобы любили про это говорить. Любой нарратив, он немножко поверх события. А событие не может быть консистентного, да, такого всеми в строй. Построились и вспомнили его все одним и тем же способом. Отличная работа Мориса Хальбвакса называется «Рамки коллективной памяти». Те самые фреймы, которые мы изучаем. Хальбвакс потом погиб в концлагере. А он как раз про то, как вообще люди, синхронизируя воспоминания друг с другом, получают ощущение, что они часть одного сообщества. Это можно сделать только если создаются истории, которые все так или иначе разделяют, не все, а некоторая группа, которая их разделяет, за счет этого конструирует свою идентичность. Мы эти истории можем изучать двумя способами. Выделяя, вот, например, как мы сейчас с вами это сделали, зло, добро, героев, персонажей, силы, которые действуют. А можем изучать рамки, то есть жанровые обрамления этих историй. Нарратив о Великой Отечественной войне – это эпический нарратив. Это то, что называется, вот есть такая лестница жанров, и предложили, конечно же, не социологи, а литературоведы, Нортроп Фрай. Есть миф, легенда, эпос, ну и дальше вплоть до низкого миметического жанра, такого обыденного повседневного повествования, и, наконец, стёб. Анекдот. Поэтому, когда вы говорите о кровавом тиране в бункере, которому средства кремлевской медицины обеспечили бессмертие, вы в этот момент поднимаете президента Российской Федерации до уровня абсолютного зла, используя средства эпического нарратива. Когда вы говорите о поехавшем кукухой деде в бункере, который, значит, там спрятался и потерял всякую связь с миром, вы опускаете его по лестнице жанров вниз. Вот нарратив, в котором есть герои и мученики. Нарратив, в котором есть абсолютное добро и абсолютное зло.
то есть наш нарратив о Великой Отечественной войне, такой российский нарратив, который практически не изменил своих жанровых характеристик с 60-х годов. Потому что первые 20 лет он был другой. В Штатах этот же самый эпический нарратив, где есть герои, злодеи и мученики, которые пошли на смерть. Так описывали Вторую мировую, Холокост в Штатах на протяжении... Не первое время, первые 10 лет после войны не так, да, потому что еще не сформировалась никакой коллективной памяти. Тогда вполне, например, люди могли в газетах писать, что да, нацисты, конечно, враги, но подождите, надо же было что-то делать с еврейской угрозой. Да? Уже через 20 лет, если бы кто-то такое написал, ему, в общем, бы сильно не поздоровилось в США. Но эпический нарратив, например, отражается в американских статуях. Например, одна из них – это мемориал, где американский солдат широкоплечий выносит узника концлагеря на руках. Это такой нарратив спасения. Да? То есть герои мстят за своих мучеников. Память о жертвах и заложниках к государству, созданию государства. Это тоже эпический нарратив, такой, как у Леона Юриса в «Исходе». А в Штатах произошло смещение в сторону трагического нарратива. В трагическом нарративе уже нет борьбы абсолютного добра с абсолютным злом. В трагическом нарративе нет мучеников, как, например, Мордехай Нилевич, лидер восстания в Варшавском гетто. В трагическом нарративе есть жертвы и палачи. Но палачи при этом тоже рассматриваются как жертвы обстоятельств, давления, собственного, трусости. Трагический нарратив, он, с одной стороны, снизил градус вот этого эпичного пафоса, а с другой стороны, представил противоборствующие стороны как симметричные. Потому что если у вас мир состоит не из героев, злодеев и мучеников, а из палачей и жертв, то разница между палачами и жертвами только в том, у кого в данный момент оружие. И вот это вот смещение от эпического к трагическому, с одной стороны, сделало Холокост чем-то, к чему могли отнестись миллионы людей, не склонные верить пафосным воззваниям, а с другой стороны, создало очень опасное сближение такой жертвы и палачей и в конечном итоге виктимизацию. Представление о том, кто жертва, тот и прав. Последствия эволюции нарративов о Холокосте мы еще будем очень долго расхлебывать. Они, к сожалению, остались не отрефлексированы, в том числе исследователями. Потому что трагедия – это вся про безвинные жертвы. Про людей, которые стали жертвами не потому, что они что-то совершили, а потому что они, например, принадлежали какой-то группе. Но вопрос мой про другое. Когда российская пропаганда достает большой и сложный нарратив про Великую Отечественную войну, она достает его в тот момент, когда никого из живых ее участников, которые могли бы встать и рассказать, как дело было, уже нету, и достается только парадная часть войны. Конечно. Как все любили страну и умирали за нее, потому что так было надо. То есть нарратив ложный возникает только тогда, когда в коллективной памяти все уже размыто и нет никаких точных ориентиров. Но тут я должен поправить. Нет ложных нарративов. Любой нарратив ложен по определению. Даже когда вы смотрите на события своей жизни, вы вспоминаете их через призму тех рамок, которые сформировались у вас после этих событий. Нарративы при этом могут быть более пафосными, подъем по лестнице жанров, могут быть менее пафосными. Они могут быть героизирующими и демонизирующими. Они всегда связаны с картинами мира, с коллективными представлениями, но они не истинные и ложные. Соответственно, пропаганда может пытаться с ними работать. И любая пропаганда пытается с ними работать. Но это возможно только когда уже памяти нет. Нет, наоборот. Потому что если памяти нет, то вам придется каким-то образом ее инсталлировать. Там, герои-памфиловцы. Кто памфиловцы? А когда память есть память семейная, например, то усилия пропагандистские, да, потому что я не очень люблю это слово, потому что разница между пропагандой и мировоззрением – это как шпион и разведчик. Если это наше, то мировоззрение, если их, то пропаганда. Но тем не менее, да, усилия политических дискурсмонгеров, как это у Пелевина называется, они как раз нацелены на то, чтобы поверх уже существующих рамок коллективной памяти наложить другие. Чтобы через георгиевскую ленточку, чтобы вот это все, люди могли связать свою семейную историю с официальной пропагандой, которая очень сильно связана с 9 мая. Ее легитимность очень сильно связана с событиями Второй мировой войны. И часть людей в этот момент воспримет это как осквернение, как вот то, что сакрально, вдруг испачкано. Для меня, например, 9 мая до определенного момента, до 2015 года, было значимым днем, потому что мой дед дошел до Берлина по материнской линии. По отцовской линии у меня в концлагерях довольно много людей погибло. И это как бы еще история моей семьи. В тот момент, когда она стала топливом для этой пропагандистской машины, для меня это осквернение. Я больше не могу всерьез относиться к этому.
Но часть людей пошли на это, конечно, потому что это дает им возможность в том числе соотнести свою собственную память, семейную память с официально признанной национально-коллективной памятью. Но при этом мы же понимаем, да, что нельзя в одном нарративе пытаться сочетать трагическое и эпическое. Либо жертвы и палачи, либо герои, злодеи, мученики. А когда у вас, с одной стороны, эпический нарратив о победе русского народа, а остальных там рядом не стояло, сочетается с геноцидом советского народа, как новый, значит, троп российской пропаганды, то надо определяться. Либо геноцид советского народа, либо великий подвиг. То есть, потому что это сочетание двух очень разных жанровых конструкций. Они начинают противоборствовать друг с другом внутри одних повествований. То есть основное блюдо с гарниром, а нельзя два основных блюда? Ну да. И там много таких крайне неуклюжих попыток работать с коллективной памятью, а в конечном итоге мы видим, как это все начинает осыпаться. Для того, чтобы что-то стало частью естественных повседневных разговоров на кухне, это что-то должно уже иметь крючки, на которые оно будет крепиться в вашем мировоззрении. Точно так же, как денацификация в первый год полномасштабной войны, ее очень быстро отбросили, потому что она не считывалась. Она никого ни в чем по-настоящему не убеждала. Единственное, в чем в этот момент убеждала пропаганда, это людей на Западе, вовремя уехавших, что здесь все под этим подписались, используя для этого в том числе результаты социологических опросов. Да, мы придумали полную херню, но смотрите, все, кто не уехал, в нее верят. Ох, вы не любите коллег. Я очень люблю коллег. Многие из них продемонстрировали удивительные чудеса мужества за последние 3 года. Они удержались от того, чтобы свои политические взгляды, свои верования как представители определенных социальных групп выдавать за результаты научных исследований. Но те, кто от этого не удерживался и до этого, особо не сдерживался и после. Поэтому нет, я просто не считаю их коллегами. Здесь, в Тель-Авиве, вы прежде работали в университете Ариэля? Я был аффилирован, никогда не работал в университете Ариэля. Ариэль дал мне аффилиацию, и, значит, поскольку я не получал денег никогда из университета Ариэля, я мог не появляться в университете никогда, и не появлялся. Но я признателен университету Ариэля, потому что когда приехала довольно большая группа ученых, а для того, чтобы продолжать публиковаться, делать исследования в академическом мире, вам нужна аффилиация. Да, вы, конечно, можете писать как независимый исследователь из Батьяма, но вообще нет, потому что ваша аффилиация – это гарантия того, что какой-то из университетов признает вас в качестве представителя своего исследовательского цеха. Сейчас я в университете Тель-Авива, я исследователь, то есть это тоже дает мне возможность реже появляться в университете. Хотя мне очень нравится. Когда была иранская ракетная атака, мы получили отличные смс-ки от университета. Значит так, завтра студенты и преподаватели не приходят, исследователи работают как обычно. Вот это я хочу где-то себе повесить табличку. Исследователи работают как обычно, потому что нефиг. Будет атака, будет что исследовать еще к тому же. Поэтому нет, я там не преподаю. Я преподаю в Шанинке в Черногории, в Faculty of Liberal Arts and Sciences. Ну и еще я преподаю по Zoom в других местах. Вы в том числе здесь, в Тель-Авиве, работаете в Центре исследования современной России, Так и есть. организованном Чубайсом. Организовавшим группу спонсоров для создания этого центра. Вы, цитируя Шанина, говорили о том, что сложно изучать то, к чему ты имеешь отношение. А вам не кажется, что сама идея этого центра, организованного людьми, которые, собственно, и есть современная Россия, это какая-то... Давайте мы организуем центр изучения нас. Кто современная Россия? Я или Архангельский? Просто интересно. Чубайс. Саша организовал группу спонсоров, да? Да. Но он же имеет отношение к руководству этим центром? Подождите, так, давайте еще раз. В центре 4 исследовательских направления. Это социологическое, экономическое, политическое и культурное. И мы как-то вроде как руководители исследовательских направлений сами там способны делать выводы. Ну, вы исследуете Россию какого периода? За последние 30 лет. Группа спонсоров, которая организовала этот центр, Так. имеет отношение к последним 30 годам жизни России? Полагаю, что да. Получается, что на их же деньги вы их и исследуете? Да, так бывает. Психолог на деньги своего пациента копается в его прошлом. За вашим вопросом стоит очень понятный нарратив о том, что они сначала развалили Россию, а теперь руками каких-то ученых будут пытаться либо репутацию свою отмыть, либо так далее. Нет. Нет, ну вы напрасно меня обвиняете про «развалили Россию». Я не говорила, и вряд ли вы когда-нибудь от меня это услышите. Я утрировал. Вы считаете, что здесь этической проблемы нет и конфликта интересов нету? Если бы это изучали люди, которые дают деньги сами, то он бы был.
Но, Но вы же знаете, как устроена система грантов. Сначала тебе дают грант, а потом просят изучать в определенном направлении. во-первых, я знаю, как устроена система грантов, и это не она. Потому что группа спонсоров передает деньги Тель-Авивскому университету, так же, как это делает куча других спонсоров, передает деньги университету. И говорит, мы хотим, чтобы была собрана группа, которая будет заниматься исследованием трансформации в России, культурных, политических, социальных. И университет нанимает нас. Мы занимаемся этим. Потому что нам это интересно. Что, вот Евробарометр в России мне что, бросить теперь, что ли? Я не для того собирал такое количество данных, чтобы потом, типа, которые сейчас уничтожены и стерты, чтобы их там оставить. А почему они уничтожены и стерты? Ну, потому что я был идиотом, и мы все это произвели отчуждение данных, результаты интеллектуальной деятельности, РИДы так называемые. Но я не собираюсь заканчивать те исследования, которые я вел, просто потому что кто-то в погонах решил, что это были подрывные исследования. Я также не буду их заканчивать, потому что кто-то, сидящий в странах Балтии, рассказывает про то, что это подрыв. Или кто-то на телеканале «Царьград». Мне глубоко плевать. Я буду делать то, что я считаю нужным. Да, меня все устраивает. То есть у вас не было никаких этических сомнений? Ни малейших. Но если изменится режим, если с вас снимут иноагентство, вернетесь ли вы в Россию? Крайне маловероятно. А что заставляет вас думать, что все, кто уехали, должны вернуться? А с чего вы взяли, что я думаю, что все, кто уехали, должны вернуться? Хорошо, а почему вот стоит некоторое ожидание, такой маркер ожидания в интонации, с которой вы задаете вопрос, что типа, ну вы же вернетесь? Вам показалось, я спросила, вернетесь ли вы? Ответ нет. И Вы спросите, а почему нет? Я спрошу, а почему да? А быть причастным к строительству новой, другой России вы бы не хотели? Для меня это все абсолютно пустой разговор. Нет, у меня нет надежды. Ни на что? Или конкретно на Россию? Нет, ни на что. Потому что надежда, о которой вы говорите, и которую вы пытаетесь найти таким образом, это же надежда, которая производится в картине мира внутри. Моя надежда рождена из отчаяния. Это единственная, на мой взгляд, этически оправданная позиция. То есть я делаю то, что я считаю нужным, не ожидая того, что ничего, скоро все кончится и мы вернемся. Нет. Я делаю то, что считаю нужным в данный момент, например, для Израиля, потому что да, вот сейчас мы полностью здесь с двумя ногами. Я не думаю, что вот это вот, как бы это мягче сказать, без пиаративов, рассусоливание на тему того прекрасной России будущего, это разговор, который имеет смысл. А у вас бывает в жизни момент, когда вы приходите и просто сидите, смотрите на море? Когда мне надо подумать, я всегда хожу сюда. Потому что у меня есть ощущение, что вы все время находитесь в какой-то социальной активности. Либо вы пишете в Facebook, либо даете интервью. Нет, я уже давно не писал в Facebook, кстати. Но меня дожали, вот, к слову о большинстве. Меня дожали. Я сделал в итоге не социологическую книжку, которая должна выйти в следующем месяце. Это какая? На основе Фейсбука своего, который вы стебали сегодня, да. Смонг она будет называться. Смонг – это такая часть индонезийского фольклора, которая передавалась из поколения в поколение. Что делать, когда вода отступает от берега? Потому что после 1907 года, когда там погибло до хрена народа в результате цунами, сформировалась такая фольклорная часть, там типа колыбельные, нравоучительные притчи, называется буай-буай. И люди не понимали вообще, что это такое, но повторяли, продолжали говорить своим детям. А потом случилось очередное цунами уже в 21 веке, когда остров Семилуя, на котором этот смонг все еще воспринимали буквально. Он был первым, на который обрушилась волна, но там погибло всего 7 человек. А на соседней Суматре погибли там сотни тысяч. Потому что смонг, как вот такая вот воспроизводимая мантра, спас жизни. Потому что у людей через поколение передавалась вот эта какая-то базовая программа, как действовать в экстренных ситуациях, когда у тебя нет времени принять решение. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Почему это выбор? Нет, я, конечно, не могу это выбрать. Свобода или стабильность? Это тоже искусственная позиция абсолютно. Правда или безопасность? Еще хуже. Родина или истина? О, боже мой. Не, ну тут все проще, истина, конечно. Из двух... Вау, какой предмет для психоанализа. Даже понять, почему именно эти пары вы соединили. Что вы делаете, когда впадаете в отчаяние?
Ничего, отчаяние – это просто максимальная степень реализма, когда вы даете себе отчет, что даже как вы можете всю свою жизнь положить на что-то, она не принесет никакого результата. Но это не значит, что этого не надо делать. Отчаяние – это самое продуктивное из возможных состояний. Браво, спасибо большое. Спасибо.